Добрый день, уважаемые зрители, любители спорта! Приветствуем вас в Челябинске на ледовой арене «Трактор» на финале Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Челябинской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди женщин. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед. И напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Сергей Чемоданов, Московская область. Судейская бригада. Судья номер 1 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 3 Юлия Андреева, Москва. Судья номер 4 Владислава Глазкова, Челябинск. Судья номер 5 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 6 Регина Трусова, Казань. Судья номер 7 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Наталья Лебедева, Московская область. Встаем. Заключительный день финала Гран-при по фигурному катанию прямо сейчас на Первом канале. Изюминка сезона, только сильнейшие, выдающиеся постановки и элементы ультра-си. С невероятно артистичным и проникновенным катанием Софья Муравьева в гонке за чемпионством, но пока на 3-й позиции. На 35 сотых перед произвольной ее обгоняет молодая, но техничная звездочка Татарстана и школы Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова, вооруженная акселем в 3,5 оборота. А впереди искрящаяся комета женского катания. Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова с четверными прыжками. С одного из них она и начнет свой сегодняшний прокат под бессмертные хиты группы Абба в прямой трансляции Первого канала. Участниц первой группы. Мария Захарова, Москва. Анна Лишенко, Ростовская область. Мария Елисова, Тульская область. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Вероника Еметова, Москва. Елизавета Куликова, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительный день финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках на арене легендарного челябинского «Трактора». Прекрасная арена, где находится уже огромное количество зрителей, и все они дышат этим воздухом, который доносится до нас с
со льда, где уже разминаются спортсменки, участницы первой группы, первой разминки сегодняшних соревнований в произвольной программе у девушек. А на комментаторской позиции Василий Соловьев и олимпийские герои Анна Щербакова и Алексей Ягудин. Привет, друзья! Всем добрый день, возможно, кому-то уже можно сказать и добрый вечер, а кому-то доброе утро. Но это не главное. Главное то, что действительно вы уже у экранов ваших определенных гаджетов и готовы смотреть это зрелище. Оно, с одной стороны, и очень мега спортивное, очень техническое, но, с другой стороны, на льду прекрасные девушки. А это значит, что сегодня будет огромное количество индивидуальных постановок, которые так или иначе будут затрагивать наши сердца. Спасибо, что вы с нами столько лет, и надеемся на вашу поддержку в будущем. Всем привет, дорогие любители фигурного катания. Вместе с вами сегодня посмотрим произвольные программы наших девушек. В короткой, конечно, было очень волнительно. Было видно, что девочки нервничают, периодически ошибаются. Так что сегодня пожелаем всем гладкого льда, чистых прокатов, стабильности, уверенности в исполнении своих элементов, чтобы каждый смог выступить на максимум. Ну а мы будем вместе с вами болеть, переживать за наших девчонок. Да, сегодня мы уже видим, как некоторые из спортсменок будут вынуждены порой идти ва-банк. Не то, что прям менять, кроить свои программы, но по максимуму попытаются сделать так, чтобы подняться на верхушку турнирной таблицы, потому что, например, первая разминка, и как-то не свойственно наблюдать сейчас на ней и Анну Фролову, и также Машу Захару, да и многих других. Все достойны самых высоких мест. На ваших экранах сейчас олимпийская чемпионка в командном виде сочинской нашей Олимпиады Юлия Липницкая. Очень приятно осознавать, что такие мэтры, как в том числе Юлия Липницкая, многие на тот момент еще в прошлом действующие спортсмены не отдают от себя, не отрывают эту связь с миром фигурного катания, продолжают все-таки привносить что-то новое, может быть, свое личное ощущение, эту гармонию юным дарованием. Ну а кататься первой будет Мария Захарова. Она собирается с самого низа турнирной таблицы. Большая неудача в короткой, без каскада и сюрприз вращения. И тем не менее, ее мама и тренер Анна Владимировна Царева смотрела на свою дочь по окончании проката настолько влюбленными глазами, что там не было места расстройства, а только восхищения, как дочь держалась до самого последнего мгновения проката. Вслед за ней дебютантка взрослого сезона Анна Лишенко, которая попала в группу Юлии Липницкой, так как в родном Ростове когда-то были серьезные перебои со льдом. Сначала из-за пандемии, а потом просто перебои. Как уже было сказано о некоторых фигуристках, Анна Лишенко начинала свою спортивную карьеру тоже в торговом центре. Уж с чем, а с торговыми центрами у нас дело в городах обстоит весьма замечательно. И еще хочется отметить, что в последнее время очень складывается положительная тенденция. Это в любом случае это не новость, это то, что происходит в нашей стране. Действительно восстанавливаются дворовые площадки. Конечно, уже современная молодежь, хотя ты сейчас подметил, что, опять же, да, торговые центры и не было площадок. Но в прошлом, во времена Советского Союза, конечно, очень многие детишки прям не вылезали со дворов и начинали совершать свои первые шаги в мире фигурного катания как раз на таких площадках. Очень много этих площадок было разрушено. Так вот, очень положительная тенденция в последнее время, что идет восстановление и порой сооружаются все новые и новые. Кстати, есть небольшая информация по поводу тренировочного катка ЦСКА, где обрушилась, к сожалению, под давлением снега, как мне кажется, крыша. Об этом я расскажу чуть позже. Но на открытом катке, кстати, начинала свои первые шаги делать Вероника Еметова, которая также принимает участие в этой разминке. Она будет кататься под пятым номером. Давайте пробежимся еще по участницам. Мария Елисова будет кататься третьей. Уважаемые спортсменки, до У завершения нас разминки осталось... мама Вероники посмотрите. Еметовой находится, и она могла бы рассказать в подробностях о том, Как как всё дело начиналось. происходило, да, на катке.
открытом. А это Александра Кравцова, прекрасная спортсменка в прошлом. Сейчас тренер и напарник Сергея Давыдова, с которым они координируют на двоих свою работу. Я специально уточнил у Александры, все ли в порядке. Там Сергей так быстро улетел после окончания юниорской части турнира, но нет, все в порядке. У них просто очень плотное расписание, и каждый работает там, где успевает. Кстати, еще я прям вижу, повернул голову и видел нашу русскую ракету Александру Трусову. Здесь, конечно, с сыном Мишей, правильно? Да, с Михаилом, конечно. который, возможно, также будет выходить через лет так 15-20 на ледовое покрытие и будет нас завораживать своим катанием. Очень приятно осознавать, что Саша Трусова Уважаемые спортсменки, все же ваша здесь и, разминка возможно, завершена. даже и Пожалуйста, в следующие пойдем вперед. сезоны постарается посоревноваться, попробует свои силы. Да, очень Тем ждем. временем разминка закончилась, и начнет выступать Мария Захарова. И на 6-минутной разминке она выглядела очень уверенно, выполнила неоднократно четверной прыжок, чисто и в каскаде. Так что очень надеемся, что и в прокате Для тоже все исполнения получится. произвольной программы на лед приглашается Мария Захарова, Москва. Открывает соревнование Мария Захарова. 12-е после короткой программы. Нас ждет плод творчества тренера Анны Царевой, хореографа Ольги Орловой. Программа «Мулен Руж» выдающихся стиля и изящества. Костюм Ольги Ребенко. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. He met Mama Light down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, yeah, yeah, da, 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 da. Gitchy, yeah, yeah, here, ooh, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Real lady mama. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Gitchy, yeah, yeah, da, 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 da. Gitchy, yeah, yeah, here, oh. Mocha chocolate, real lady I believe you were expecting me. One day I'll fly away. Leave all this to yesterday. What more could your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day when dreaming ends?
kiss may be grand, but it's not pay the rental on your humble flats. Or that could feed your pussy. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. 'Cause that's when those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's friend. Сколько раз мы видели вот этот воздушный поцелуй в самом финале произвольной программы Маши Захаровой. Ну что ж, на мой взгляд, это не то что прощание до следующего соревновательного сезона. Понятно, впереди и Кубок Первого канала, и, возможно, участие в русском вызове. Но сейчас как раз время оценить все то, что происходило в сезоне. Безусловно, сейчас можно сказать, что в Челябинске не получилось очень многое у спортсменки. И, конечно, глобальный срыв и короткой программы, и произвольной программы. Но просто мы ожидаем от спортсменки гораздо большего. Тем более мы видели 2 четверных прыжка. Давайте послушаем сейчас вот самые первые эмоции. Бывает, что сказать. На мой взгляд, абсолютно верное замечание, но так и вправду бывает. Возможно, вот это все связано с тем, что я уже говорил о той трагедии, которая произошла в Москве. Крыша провалилась у тренировочного катка, собственно, там, где и тренируется Маша Захарова. И очень хотелось бы, и столько было разговоров с Леной Водорезовой и с теми, кто причастен к тренировочному процессу в этом дворце, чтобы именно каток был восстановлен. Не знаю, с чем это связано, либо обильные снегопады, либо еще что-то, какие-то проблемы с конструкцией. Но самое главное сейчас, чтобы была возможность у спортсменов школы ЦСКА все-таки приходить и оттачивать свое мастерство. Надеемся, что каток будет восстановлен. А если говорить про Машу Захарову, мне кажется, в любом случае, вот подводя такой небольшой итог этого сезона главных стартов, Машу в любом случае можно назвать открытием этого сезона. Она вышла на новый для себя уровень, она попала в тройку на чемпионате России, она показывала довольно-таки, пусть и не всегда чисто, но стабильно владение четверным прыжком. И мне кажется, что полюбилась очень многим зрителям. И, наверное, этот сезон многому ее научит. И, опять же, как держать форму, как подводить себя в идеальной форме для соревнований, как больше стабильности набирать, да, потому что и вот сейчас на 6-минутной разминке мы видели, прекрасно исполняет она этот четверной прыжок. Ну, то есть это вот должна идти такая постоянная работа, чтобы на каждом старте Маша смогла просто показывать свой уровень, держать его стабильно из раза в раз. Всем спасибо большое. Не вышло чуть-чуть. Это вообще первый полноценный сезон после катастрофической травмы, после пубертата, после всего. И Маша, конечно, большая молодец. Заслужила Да, огромный любовь шаг публики. вперед. И в том числе ее приглашали на международные показательные шоу в Италию, где она тоже блестяще выступила. исполняла четверную. Да. И восхитила саму Каролину Костнер. Это Ну, она кстати, вот восхитила. за столь короткий промежуток временной, да, она приучила нас к тому, что мы уже ожидаем вот это вот россыпь четверных элементов и так далее. Но все будет хорошо. Главное пережить этот финал Гран-при. Пережили эмоционально. 179,22. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Леди Гага из Анна фильма Лишенко. «Джокер». Треки Ростовская яркие, область. оптимистичные, даже позитивные, как будто бы ничего плохого и не произошло. Как в фильме, так и на льду. Самое точное настроение, которое может быть сегодня в произвольной программе Анны Лишенко, ученицы олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.
We're gonna build a mountain from a little hill. Gonna build me a mountain based on hope. I will. Gonna build us a heaven from a little hell. Gonna build us a heaven, and I know darn well that if we build that mountain with a lot of care, I'll take our danger up the mountain, and heaven will be with me there. Oh yeah, gonna build us, gonna build us a mountain, build us a mountain, build us a mountain, high, let's build it. Mountain, mountain, build a mountain, 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 build a mountain, Ну, просто браво, абсолютно, Классная. да. Вот такой день выходной между короткой произвольной программами и уже абсолютно в другом, может быть, расположении духа сейчас выходила на лед Анна. И, конечно, та ошибка, к сожалению, которая была допущена в короткой программе, это исполнение тройного луца. Мы увидели падение очень неожиданное. Сегодня эта ошибка была исправлена. И хочется одно сказать, просто какой-то неиссякаемый поток очень доброй, позитивной энергии. Вот эту энергию она излучает своим катанием. Прочее, лучезарная девочка. Ну и, конечно же, рядом с ней олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. Я не могу не сказать, как трогательно было наблюдать за тем, как Юля переживает за свою спортсменку во время проката. Каждый шаг вместе. Вот все эмоции видны сразу. Мне кажется, с таким трепетом она наблюдает за успехами своей ученицы. И Аня умничка, сегодня справилась, показала, что в короткой программе это была лишь случайность, что все Дай бог. прекрасно, да. И этот каскад она исполнила во второй половине, как и все каскады своей программы. То есть она первые 4 прыжка прыгает сольными, начала с двойного акселя, который, на мой взгляд, был выполнен с очень хорошим запасом под, возможно, более сложные элементы ультра-си, тот же тройной аксель. Мы знаем, что они работают над элементами ультра-си и над акселем, и над четверными прыжками. Так что, возможно, мы в будущем их и увидим. Но все 3 каскада оставила на вторую половину, что говорит о том, что она была в них уверена, права на ошибку себе не оставила. И вот как раз на ваших экранах тот самый луз-ту-луп, который не получился в короткой программе, но зато как уверенно он получился здесь в произвольной. Да и в целом все элементы прыжковые сегодня очень уверенно получились в программе. Очень избитое выражение одного века-политика, да, что главное иметь этот козырь в рукаве. Вот этот Джокер достал это как раз эту карту сегодня. И, конечно, она продемонстрировала, что есть, собственно, то, о чем ты говоришь, Анечка. Есть запас на некоторых тройных прыжках и двойном акселе, который, возможно, позволит при определенной работе, конечно, уже в дальнейшем менять эти прыжки и добавлять оборот. Она невероятный боец, конечно. Вчера в ее глазах я прям прочитал, что, ребята, вы еще узнаете обо мне послезавтра. И вот сейчас ее баллы на ваших экранах. Она лидирует. Для исполнения произвольной программы. Произвольную программу, на лед поставленную приглашается Артемом Мария Федорченко под Елисова, музыку Майкла Тульская Джексона, область. представляет Мария Елисова. Она тренируется у Екатерины Моисеевой, хореографа Ольги Симоновой, и также в тренерах числится Ирина Назарова. Это президент Тульской федерации, потому что представляет на этих соревнованиях Мария Тульскую область.
Очень даже. И главное, вот эта отдача энергетическая идет от зрителя. Вы знаете, заходил специально, проверял количество билетов, которые остались. И все эти дни, как говорится, sold out, все продано. Это лишний раз доказывает, что фигурное катание на том же высочайшем уровне, что и хоккей в Челябинске. Ну и в честь организаторов надо сказать, что Огромное что спасибо. не пережимали цену с билетами. Люди шли на нормальные цены, и вот результат полный абсолютно зал. Да, что касается произвольной программы, конечно, мы сразу переглянулись с Аней Щербаковой, потому что привыкли наблюдать и даже не в количестве одной штучки, а сразу двух попыток исполнения тройного акселя в произвольной программе. Сегодня мы увидели всего лишь двойной, и, к сожалению, да, случилось... Жалко, что Я думаю, что это, конечно, связано, и тем более сейчас то, как изменилось лицо спортсменки, видно, что, возможно, может, травма какая-то беспокоит. Будем узнавать. Да, конечно, должна быть какая-то причина, по которой аксель убрали, потому что весь сезон Маша прыгала аксель в короткой, 2 акселя в произвольной программе, и в короткой аксель был, она его сделала. Поэтому, конечно, мы все удивились, когда и в заявке был тройной аксель, и мы знаем, что Маша его довольно стабильно исполняет, и тут мы увидели лишь двойной. Очевидно, есть какая-то причина, возможно, что-то беспокоит, или травма, или физическая готовность, потому что и по остальным прыжкам, к сожалению, это было видно, что не так уверенно она исполняла свой набор, когда она идет на тройной аксель. Возможно, он в том числе и морально каких-то сил придает, чистое исполнение. Дальше тройные прыжки, они уже как-то легче идут, и плюс такая драйвовая программа, в которой Маша прям зажигает, и весь зрительный зал ее поддерживает, придает энергии, то здесь, наверное, и отсутствие акселей не дало вот этого заряда в начале программы, и как-то усталость накапливалась. Было видно, что прыжки не так уверенно исполнены, и, к сожалению, падение с тройного флипа случилось. Но вот и остальные прыжки, они вот как-то так на грани были выполнены, то есть как будто из последних сил. Поэтому, я думаю, и падение уже не столь удивило нас. Но если вдруг действительно что-то беспокоит, пожелаем, чтобы Конечно. со здоровьем все было хорошо, и чтобы дальше Маша восстановилась и показывала максимум своих возможностей. В исполнении произвольной программы Мария Елисова набирает 117,62 балла. Мария Сумма Елисова за 5 программ проигрывает 6 сотых Марии Захаровой. По сумме 2 программ и оказывается на последней строчке турнира.
Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Анна В финале Фролова. Гран-при Анна Фролова Санкт-Петербург. исполняет произвольную программу на треке из мюзикла «Кошки». В хореографии заложен конфликт поколений и философия жизненного пути с присущей этим созданием грацией. Аня, вперед! McCavity's a mystery cat. He's called the Hidden Paw. For he's the master criminal who can't defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, McCavity's not there. Wide awake! McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. For he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square. But when a crime's discovered, then McCavity's not there. Memories, turn your face to the moonlight. Let your memory lead you. Open up and tell me if you find them. The meaning of what happiness is. Then a new life Этот жест, которым заканчивает свою произвольную программу Анна Фролова, это вот эти когти, коготочки. Вот так она цеплялась сегодня за каждый элемент. Конечно, также
На мой взгляд, эта спортсменка это спортсменка финальной, заключительной группы. Но, к сожалению, мы увидели срыв тройного флипа в короткой программе. Но сегодня в более расслабленной форме, на мой взгляд, Аня вышла на лед и вновь нам продемонстрировала всю красоту, всю палитру как раз этого вида спорта под названием фигурный. И акцент делаю на катании. И на женское. Женское одиночное катание. Еще могу. Еще могу. Без ошибочек. Прекрасная Аня. Очень нравится, как Аня настраивается на соревнования, потому что, правда, ее стабильность и что бы ни происходило на разминках, на тренировках, она на каждый старт выходит, в каждой программе вот старается выдать максимум того, на что она способна. И в короткой, когда это не получилось, мы видели, что не было никакой трагедии, никакой истерики. Она спокойно это восприняла и просто, вот сделав выводы, пришла в произвольную и показала, что еще может, как она сама сказала тренерам. Это мы и увидели в произвольной программе, что абсолютно все, кроме, ну вот немножечко заключительного, конечно, тройного Ридбергера, было выполнено очень уверенно, чисто, докручено. Прям вот было видно, что она катается с холодной головой, что анализирует каждое движение, каждый прыжок, без лишних эмоций. Очень четко все исполняет. Так что огромная молодец, что очередной сезон, который она проходит на очень высоком уровне, сама себе задает эту планку чистых прокатов и сама ее держит. Ну ты вот сказала, тебе нравится, как настраивается Аня к этим стартам. А как она настраивается? Вы же вместе вчера провели выходной. Не знаю, откуда у вас такая информация. Я думаю, что Аня сама знает, как ей настраиваться. Самое главное, что это работает на соревнованиях. Анна помогла Анне подготовиться. Да нет, супер Ольга выступление. Герман, большой Понятно, привет. что без... Всех с прошедшим 8 марта. Спасибо за поддержку. Да, вы прекрасны. Понятно, без элементов. Ну, Ридбергер, да. Ридбергер, да. Ошибочка. Кьюшечка, да, это пояснение небольшое, это небольшой недокрут За в исполнении произвольной тройного программы Ридбергера. Анна Фролова набирает 139,96. Прекрасные оценки за произвольную программу. Она, конечно же, впереди как по произвольной, так и в сумме двух программ. На 14 баллов опережает Анну Лишенко на данный момент. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Вероника Еметова в своей Москва. любимой этнической скандинавской теме «Энергия, скольжение». После короткого отставания от подруги по катку Елизаветы Куликовой 21 балла. Ученица Сергея Давыдова и Александры Кравцовой.
На таком, я бы сказал, нерве прошла эта произвольная программа. Причем этот нерв не в музыкальной композиции, не... Мамочка. Да, не, наверное, больше в восприятии и больше нерва, наверное, у нас было, потому что ты порой видишь, когда спортсмены выходят, ты полностью уверен в своем катании, в своей прыжковой части. А здесь прям не знали до конца, вот Сани, вот будет ли чистый, и опять же очень много элементов. Элементов в красной зоне. Скорее всего, будут опять рассматриваться эти элементы на момент недокрута. Уже мы видим, что и первый каскад, и третий прыжковый элемент Райно Ридбергер, все очень много недокрутов, Когда к ты говоришь сожалению. красную зону, это имеется в виду пока что Это у пересмотр нас, судей, а да, не пересмотр то, что это судей. уже в минус оценка пошла. Но все равно, и в основном, то испугаешь людей. зачастую все-таки больше процент того, что если у технической бригады возникают вопросы, они, скорее всего, выливаются... Всегда в большей степени Да. находят недокрут, Смотрите, как потому мама что переживает да, и... за свою прекрасную дочку-спортсменку. Всегда сопровождает ее на турнирах. Косички заплетает, но, правда, сегодня без косичек. Да, но если говорить про пересмотры, то и нас всегда учили, что лучше прыгать, конечно, так, чтобы на пересмотр прыжки не отправляли, потому что на пересмотре всегда больше вероятности найти тот самый недокрут, потому что при увеличении, при замедлении всегда есть возможность увидеть тот самый зубец, который немножечко как-то не так приземлился, поэтому лучше, конечно, прыгать надежно. И вот что говорить про Веронику, мы видели прямо после своего проката, она сама так неодобрительно покачала головой, оценив свой прокат, сама понимает, что все с недостаточной точностью было выполнено. Вероника, уже много стартов подряд не допускает каких-то грубых ошибок в прокатах, но при этом очевидно, что не хватает именно того запаса в прыжках, чтобы она их делала уверенно, чисто, докрученно, потому что, к сожалению, на каждом прыжке видно, что можно пересмотреть, можно увидеть тот самый злосчастный недокрут, который... 4 галки недокрута, галки, да. вот сейчас вы видите в правом нижнем углу Хочется, экрана знаете, на здесь прыжках. мысль, что у многих спортсменов, мы видим, по окончанию программы той или иной заканчиваются силы, а здесь абсолютно наоборот. То есть Вероника Емель, она прям прет, простите за это слово, набирает и набирает. В этом, конечно, ее сила, но, 28 балла. к сожалению, много недокрутов, недочетов. 193,13. Она на 3-м месте по произвольной программе, но по сумме 2 программ на данный момент 2-я вслед за Анной Фроловой. Для исполнения произвольной программы на лед Призер приглашается красноярского этапа Елизавета серии Гран-при Куликова. Елизавета Москва. Куликова. Елизавета — это всегда очень женственное, нежное катание. В произвольной программе этот стиль приправлен драматизмом непростой женской судьбы под музыку из фильма «Королек, птица певчая». Катается ученица Сергея Давыдова и Александры Кравцовой. Глаза Кимрана на меня глядят. Ах, мама, как волнует этот взгляд. 2 карих вишни смотрят на меня. 2 добрых, согревающих огня. Их теплый свет и манит, и зовет, в душе моей растапливая лед. Боюсь ослепнуть, глядя на огонь. Смотреть, смотри. Любуйся, но не тронь. За что ко мне так этот мир жесток? За что, любя, страдает королек?
Ну, прям расцвела, правда. Я специально посмотрел, действительно, был заключительный прыжковый элемент. Райну Ридбергер просто расцвела. Сразу улыбка появилась на лице у Лизы. Но мы готовы поблагодарить и делаем это с большим удовольствием за прекрасный сезон, за такие прекрасные образы, которыми она одаривала всех нас, всех любителей фигурного катания. Не без ошибок справилась с произвольной программой, но все же вы слышите, вы чувствуете, надеюсь, эту поддержку зрителей. Я бы сказала, не без недочетов, потому что все-таки грубых ошибок она тоже не допустила. Очень стабильно она тоже катает свои программы весь сезон, и в короткой, и в произвольной программе все делает. Опять же, похоже, у нее сложность, как и у Вероники Еметовой. Они в одном штабе тренируются сейчас. И вот у девчонок схожая проблема с тем, что иногда не хватает должного запаса на прыжках. И, например, где-то на усталости, где-то, может быть, не попадаешь идеально в прыжок, и может выскакивать какой-то недокрут или неточность на выезде, а в остальном очень уверенный прокат, и такие же прокаты Лиза демонстрировала на протяжении всего сезона. Самое главное, как она с душой катает свои программы, и это прям, правда, цепляет зрителя, и не хочется вглядываться в коньки, в лезвие, в эти неточности, хочется наслаждаться ее катанием, и особенно, да, как она после последнего прыжка, с какими эмоциями, с какой энергетикой она поехала свою программу, сразу видно, что сама наслаждается этими минутами на льду. И это, конечно, всегда очень радостно видеть. Просто вот эти все мелочи, недокрут Q, недокрут галочка, Конечно, это ребро сказывается на неверное, оценках, оно да. отняло сейчас вот просто на наших глазах у Елизаветы Куликовой 7 баллов просто в момент. А это, конечно же, место. Конечно, да. А порой бывает даже и Всем привет! чуть ли Семь не баллов, да, десяток. это серьезно, Да, это да. целый элемент. То есть мы видим, да, что это визуально практически не видно, эти шероховатости, а по факту это стоимость самого сложного тройного прыжка, тройного луца, например, Кстати, исполненного на положительный Джоуи. Прекрасное решение проблемы коммуникации со зрителем, потому что вот есть таблица, где зритель может За воочию исполнение наблюдать то, произвольной о чем мы программы вещаем. Елизавета Куликова набирает 132,16 балла. Елизавета 120-я Куликова программа пропускает 200,22. вперед Анну На Фролову, данный момент она причем по занимает произвольной второе программе она еще и место. Анну Лишенко пропускает. Анечка по-прежнему на вершине турнирной таблицы. А впереди выступление второй группы участниц. Встречаем на льду участниц второй группы. Ксения Гущина, Санкт-Петербург. Камилла Нелюбова, Чувашская республика. Дарья Садкова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Дина Куснутдинова, Республика Татарстан. Алиса Двоеглазова, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа участниц в произвольной программе у женщин в финале Гран-при России по фигурному катанию на коньках 2026 года. Мы в Челябинске, и это волшебное ощущение, какая погода сегодня царила на улице. 25 градусов минус с утра пораньше, солнце светило такое, что прямо зажмуриться хотелось. И сегодня невероятно зимнее и в то же время невероятно теплое настроение. Зажмуриться не хотелось. Хотелось быстрее отправиться в Ледовый дворец, потому что здесь, несмотря на наличие льда и прохлады, все же, поверьте, вот эта тропическая жара благодаря
конечно, ну, восхитительному зрителю. Как же любит фигурное катание в Челябинске. И В огромное Челябинске всегда традиционно очень тепло поддерживают фигуристов. Это всегда чувствуется. Здесь кататься и выступать очень приятно. И уверена, что девчонкам это сегодня тоже поможет. И сразу хотелось бы нюанс такой подметить. Мимо нас сейчас проехала Соня Муравьева. И я заметила, что... В наушнике? Да, в наушнике. Да, я разминалась. Мне тоже было интересно. Обычно перед выходом на лед все уже снимают и катаются без них. А Соня первые 1,5 минуты разминки провела еще в наушнике. Ну, первой будет кататься Ксения Гущина. Это ее тренер Александрина Дегтярева, не так давно сама завершившая свою карьеру фигуристки. Тренировалась у Кирилла Анатольевича Давыденко, который является основным тренером группы, потомственный тренер. Его отец Анатолий Никитович тоже тренировал в Ленинграде, был наставником для многих фигуристов разных поколений. Вслед за Ксенией Гущиной, которая, как вы понимаете, занимает 6-е место после короткой программы, будет кататься Камила Нелюбова на ваших экранах. И ее тренирует еще один молодой специалист, Дарья Гуреева. Но она, в отличие от Дегтяревой, занималась танцами. Сейчас работает в группе Аделины Сотниковой, в частности, с Камилой. Вообще, Нелюбова как-то вот так тихонько, но тоже много тренерских коллективов перепробовала. Работала и у Урманова в Сочи, и у Федченко, и у Плющенко. Ну, иногда так бывает, что поиски занимают какое-то время, пока ты найдешь именно свой четкий коллектив. Дарья Садкова, призер и победитель на этапах Гран-при этого сезона, серебряный призер чемпионата России, но сезона прошлого, своей короткой программой продемонстрировала свою блестящую психологическую форму, готовность к соревнованиям и снова подчеркнул, что все проблемы лишь в голове. Но даже в не самой звенящей физической форме она может сделать программу лучше, чем на пике. Наладить голову, чем, собственно, и занимались весь сезон тренеры Дудаков и Глейхенгаус, и все будет замечательно. И, кстати, по поводу ватки в носу во время исполнения короткой, после разминки останавливали ей кровь. Оказывается, такое у Даши случается часто, и никто из тренеров даже не удивился. Просто такой рабочий момент вчера случился, совершенно незаметный с трибун. Целые группы болельщиков на трибунах Челябинска с такими вот ободочками с надписью «Мура». Это поклонники творчества Софьи Муравьевой. Москвичка, приехавшая из Санкт-Петербурга, чтобы тренироваться в школе Алексея и Татьяны Мишиных. Много было интересных прокатов у Софьи по ходу сезона. Были потрясающие короткие, великолепные произвольные. Но вот чтобы сразу обе, пока не случилось. Поэтому и нет призовых мест у этой действительно великолепной фигуристки в этом сезоне. Но позавчера было глаз не оторвать от ее короткой программы. И сегодня ждем вдохновенного катания от ученицы вот этого замечательного тренерского штаба. Которому вчера исполнилось 85 лет. Еще раз поздравляем Да, и Алексей Николаевич и всю его каждый дорогую день семью. на катке, на соревнованиях. Это огромнейшее счастье вот так проводить свое время в любимом деле, в любом возрасте. А еще Дина готовит потрясающие меренговые рулеты. Простите, это последняя строчка в профайле. Хотя она мне лично кажется наиболее важной. Ну, если с самого начала начать, то Дина Хуснутдинова, победитель Гран-при Казани, одна из первых тренеров Надежда Заякина, балерина, между прочим, Челябинского театра оперы и балета. Дина фанатка Алины Загитовой. Вся комната всегда была обклеена фотографиями олимпийской чемпионки. Свободно говорит на татарском языке, что доказала в интервью Максиму Транькову. Ведь ее мама на ваших экранах преподаватель языка. Ныне Дина работает в школе Этери Тутберидзе, а также любит рисовать. И главная строчка – готовит потрясающие меренговые рулеты. А мне хочется сейчас поблагодарить всех наших замечательных родителей. Ну, в частности, наверное, больше акцент на именно мам, на адекватных мам, которые приводят нас в мир фигурного катания и делают все, вот так переживают, болеют. Это действительно нужно иметь какую силу, волю, характер, чтобы, не знаю, моя мама всегда в потрибунном помещении, даже вообще оставалась дома и ждала, когда я наберу. И вот мама еще одна мамочка. Глазовой, да. Именно мамина мечта привела эту 4-летнюю девочку когда-то на каток.
Хотя какое-то время Алиса занималась еще и художественной гимнастикой. Тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глихенгаус находятся у бортика. Работа в этом коллективе всегда ведется энергично, с юмором. И Алиса как-то в интервью посмеивалась, что коллега по льду Дмитрий Козловский каждый раз ее приветствует Элис Two Eyes. Элис Элис to Ice. Ну вот отдать должное, что группа очень дружная и существует коллективная работа. Алиса Двоеглазова, Дина Хуснудинова. Вчера наблюдали, как Байкова Козловский борются за золото челябинского льда и финала Гран-при. Кстати, возвращаясь к Челябинску и к той любви, которая здесь проявлена в адрес всех фигуристов, конечно, огромное спасибо правительству Челябинской области и Текслеру Алексею Леонидовичу за то, что каждый раз, приезжая сюда, мы чувствуем себя не в гостях, а дома. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ксения Гущина. Александрина Санкт-Петербург. Дегтярева с хореографом Марией Тринкаевой поставили Ксении Гущиной программу под пение Ланы Дель Рей. Трек «Video Games», когда-то разорвавший все чарты и сделавший Лану звездой. Сегодня фигуристка возвращается к этой весьма удачной постановке. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was better
молодец, правда. Правда, справилась и с волнением. Все же финальная разминка сильнейшая. И после исполнения коротких программ, в любом случае, те спортсменки, которые находятся в заключительной разминке, ну, имеют в себе не только мысли, но и желание, конечно, туда, наверх, пробраться еще выше к пьедесталу. И, конечно, волнение присутствует, но огромный запас прыжковой части, если выполняются прыжковые элементы в лице других спортсменок, возникают какие-то вопросы, возможно, недокруты. Здесь с таким запасом настолько комфортно все было исполнено. И хочется в этот момент сказать, поскольку все же такой мега-соревновательный сезон завершается, сказать огромное спасибо. Ну, от себя скажу, что очень радостно, что Ксюша решила вернуть эту программу в конце сезона и вновь ее прокатать, свою прошлогоднюю произвольную, потому что, мне кажется, именно с этой программы мне очень полюбилось катание Ксюши. Мне кажется, что эта программа ее как-то так раскрывает красиво, что она в ней такая нежная, такое при этом амплитудное катание она показывает. И вот как будто эта программа ее ничем не сковывает, и она в ней вот всей душой живет. Поэтому очень радостно было вновь посмотреть на прокат именно этой произвольной программы. Если говорить по элементам, то, может быть, программа придала таких сил и уверенности, а может быть, сама Ксюша подошла в такой форме и с таким настроем, потому что ни к одному элементу нет вопросов. Если где-то немножко на выезде приходилось себя ловить, то это такие нюансы, которые Рабочие, технические. Да, никак не влияют абсолютно на оценку, потому что прыжок докручен, прыжок чистый, без каких-то шероховатостей на выезде. Она себя сама быстренько ловила на ноге и доделывала все каскады, все чисто. Так что огромная молодец. Сегодня и придраться абсолютно не к чему в этой программе. Но она вот как птичка порхала сегодня здесь, как ласточка, но не перед дождем, а наоборот, перед тем, как должно выйти солнышко. Действительно, такой глоток свежего воздуха сейчас здесь был. И очень, правда, мне понравилось, как ты сказала, нежно. Правда, это было исполнено очень в нежном стиле. Вглядываются в оценки с тренером Александриной, и там все абсолютно зеленое, все в плюсовой зоне. Большая молодец. И она набирает, 138. вы знаете, она набирает на балл меньше по произвольной программе, чем Анна Фролова, но, конечно же, запас у нее был перед исполнением произвольной программы, и она... Что это, сердечко? Да. А кто это? Лана Дель Рей, кто же еще? Ну это не мой формат. Ань, что, кто? Исполнительница трека для произвольной программы. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Камила Нелюбова, Чувашская республика. Пятая после короткой программы Камила Нелюбова. И это хороший задел. Вооруженная тройным акселем, ученица олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой штурмует новую высоту под пение Лары Фабиан. На ваших экранах Дарья Гуреева, тренер Камилы. Тройной аксель. Tomorrow is all there is. No need to look behind the door. You won't be standing there no more. I had my chance to dance another dance. I didn't even realize that this was all love and no lies. Then I lost you. I guess I loved you less than I should. Now all there is me and me. I turn around and all I see is the past, where I have left our destiny.
time, another round to mend both of our broken hearts. To tell you how much I love you now. I guess I loved you. Вау! Простите за тавтологию, красота красивая. На ваших экранах сейчас была в виде двух прекрасных спортсменок, и мы наблюдали эту красоту на льду. Конечно, и Камила Нелюбова, и прекрасный дуэт с тренером, с Дарьей Гуреевой. Мы передаем пламенные приветы и благодарим за столь нежное исполнение произвольной программы. Правда, здесь вот как будто все было наполнено какой-то добротой и нежностью. И вот эти, да, 5 от Даши Камиле. Я бы продолжила мысль из короткой программы, что как же в этом сезоне набирает и набирает Камила, и не только технически, насколько она стабилизировала этот аксель тройной. Давайте повнимательнее посмотрим, потому что в прокате показалось, что все чисто, но не докрутит, к сожалению, чуть-чуть. в четверть прям обороты находит, даже не Q. Значит, какие-то сомнения вызвал все-таки этот прыжок у технической бригады, хотя вживую выглядело абсолютно чисто. На повторе, конечно, как мы и говорим, всегда уже с большей вероятностью не в пользу спортсмена решение будет принято. Но, тем не менее, насколько она прогрессирует и в катании, и в уверенности. Мне кажется, что раньше она намного больше чувствовалось ее волнение в прокатах, а сейчас либо научилась его скрывать уверенно, либо стала меньше нервничать и стала... Вот вчера журналистам она очень хорошую фразу сказала. Я говорю, вы так смело исполняете этот аксель, вы не боитесь? Я говорю, ну, если осторожничать на акселе, то он и будет осторожным, а его надо исполнять смело. Это правда, это правда. Фундаментально. Все самые сложные прыжки нужно всегда исполнять с полной отдачей, с полной силой. Если начинаешь немножко осторожничать, аккуратничать, то это никогда ни к чему хорошему не приведет. И даже самые какие-то такие болезненные падения обычно случаются, когда пытаешься перестраховаться немножко. А Камилы видно, что она с полной отдачей работает. И я уверена, что это обязательно приведет к большим результатам. И желаем, чтобы она также каждый следующий старт, каждый следующий сезон шаг за шагом только набирала. Камила из-за вот этих двух недокрутиков сейчас проигрывает в произвольной программе не только Анне Фроловой, но и Ксении Гущиной. Это 3-е место. Но по сумме двух программ оказывается впереди на 1,5 балла. И Камила Нелюбова лидирует. Для исполнения произвольной программы Прекрасная, хрупкая, но такая стойкая Дарья Садкова. И снова 4-я после короткой программы, почти как на недавнем чемпионате. И снова с очень небольшим отставанием. Фу-фу-фу, забудем про этот чемпионат. Сегодня она воин из компьютерной игры, где, как известно, возможно все. As a child, you would wait and watch from far away. You always knew that you'd be the one that would quiet all day.
Как по учебнику, четверной тулуп. Ну вот я прямо поймался на мысли, что это вот чистый Садкова стайл. Выполнить безукоризненно чисто четверной тулуп и потом вот таким образом остаток программы изобразить нам. Но ее гораздо лучше знает Аня Щербакова. Ой, ну что я могу сказать? Правда, никаких нервов не хватает болеть, переживать за Дашу, потому что ну, вот есть спортсмены, которые, да, мы переживаем за этот один прыжок, например. Получилось, все, выдохнули, и дальше просто наслаждаемся прокатом. Нет, Даша — это спортсмен, который, как зрители, нельзя расслабляться вообще ни на секундочку во время проката. И ей самой нельзя ни в коем случае расслабляться, даже при том, что ну, шикарный четверной она сделала в начале, как мы порадовались. Да, как мы все порадовались за нее. И дальше, казалось бы, убрали они второй четверной, не пошли на него, решили спокойно с тройными докатать. Да, ну, тулуп хороший. Тулуп. Ну
вот есть обычно нервы в мире фигурного катания, да и вообще в спорте, да, но... А вот Даша Садкова, когда на льду, там дополнительный нерв какой-то в квадрате все это Ну, как возрастает. мы говорили, да, напряжение. что когда Даша Садкова есть на турнирах, это значит, что интрига есть всегда. Потому Даже что если она одна даже если выступает. она выступает одна, интрига есть всегда. Ну, что сказать, шикарный, только что на ваших экранах. Четверной тулуп выше бортика, с руками наверх, очень уверенно, но сразу же со второго прыжка в программе было видно, что это ей не придало вот какой-то такой окрыленности и уверенности, а наоборот, как будто еще больше ее смутило, что дальше теперь нужно эти тройные все доделать чисто. Как-то она сама себя опять начала загонять, и вот самая грубая ошибка в программе, конечно, во второй половине программы одинарный луц, бабочка, где должен был быть каскад. Каскады она все, конечно, доделала, но все равно довольно серьезные потери по баллам она на тройных прыжках понесла. Ну да, по идее, вот эти элементы, за исключением Ультра Си, должны отскакивать от зубов, от конька. Но вот здесь, видите, нелепо, просто двойной аксель. Да, обычно вот девчонки, которые идут на элементы ультра-си, тройной аксель, четверные, то тройные прыжки у них уже вот прям как вот хоть ночью разбуди, с закрытыми глазами все сделают. И Даша, самое интересное, что у нее также, она технически и физически их легко выполняет. Тут вопрос, наверное, все-таки, да, правильно настроиться и... Притом даже, что вот на нервную систему не особо как бы можно свалить данный факт, потому что уже был позади четверной тулуп. Как бы можно расслабиться. Нельзя расслабляться, ни в коем случае. Всем привет, Держать до Леха, конца. привет, папа. Ну, любой вкус, конечно, были Боря. прокаты у Дарьи Садковой в этом сезоне, это правда. Но были такие прекрасные, ярчайшие вспышки, как в том числе вот на этапах серии Гран-при Омске. Ну, просто сумасшедшие. Так что мы наслаждаемся. Если есть возможность, вот знаешь, как солнышко выглядывает в Москве очень редко. Оно Это в выглядывает. Питере очень редко, в Москве Там, выглядывает. Ну, там вообще неплохо. Выглядывает, и так ты наслаждаешься этим. И мы очень любим Дашу и тем, как она вот нам светит в эти моменты счастливые. Да, и никогда не перестанем и не устанем тратить свои нервные клетки, и болеть, переживать и поддерживать Дашу. 64 балла. Сумма за две программы 212,35. Она вторая по произвольной программе, вслед за Анной Фроловой, но лидирует с преимуществом в 2 балла над Камилой Нелюбовой. Для исполнения произвольной программы Софья Муравьева, третья после короткой программы. Язык даже не поворачивается это назвать отставанием. В полшажки от второй строчки. 35 сотых. Лучшие компоненты дня вчера были у Софьи. На 4 с лишним балла больше, чем у спортсменки ее опережающей. Но техника потеряла в мелочах, и это было дико обидно и печально. Пусть ни одна мелочь не ускользнет сегодня от Муравьевой.
держалась до последнего, правда. Я пытался нащупать, есть ли свобода в ее хореографических движениях. Объясню, раскрою. Когда человек достаточно комфортно себя чувствует, то и в движениях ты видишь не обрывистые какие-то, да, движения, а именно наполненные воздухом. И, на мой взгляд, показалось, что вот эта борьба до краев, а, возможно, это пару шажочков назад, и присутствовала в этом катании. Возможно, все мысли были о том, что мы, не останавливаясь, рассуждали, о чем рассуждали с Анной Щербаковой по поводу вот этих каскадов в первой половине или во второй половине. Сейчас послушаем, попробуем. Боролась как могла. Боролась как могла, да. Без вращения мне на побольше места неудобно было запретить тебя. Стратег, философ. Сразу разбор Да. проката идет, да. Да, на мой взгляд, и короткая программа, и произвольная Сони Муравьевой дают нам повод для дискуссии, потому что и там перенесли каскад Луцта-Луп во вторую половину, то есть усложнили программы. И здесь вот каждый может выбрать свою сторону, потому что конкретно на этом соревновании это не сыграло. И в короткой, и в произвольной программе этот каскад был выполнен в недокрут, соответственно, потери по баллам были больше, чем то преимущество, которое дает вторая половина. И было видно, что уже физически тяжеловато. Тут плюс и следующий каскад уже не получился, комбинация вместо 3 прыжков в комбинации было лишь 2 прыжка, да, то есть потери по баллам в итоге были более существенные, чем то, что Соня набирает за счет этого решения. С другой стороны, это работа на будущее, это шаг вперед, Соня усложняется, она не стоит на месте, и, наверное, если они так усложнили программу, значит, на тренировках это получается, и, наверное, нужно накатывать и стараться на старте показывать максимум, поэтому здесь вот, наверное, каждый из нас может занять свою сторону, но в любом случае, конечно, тренер и спортсменка идут по своему пути. Ну, как мы с тобой, да, ты задавалась вопросом, зачем? А я говорил, ну а почему, как бы, уже практически целый год совместной работы с Алексеем Николаевичем Мишиным и поиска себя новой. Да, я больше сторонница того, чтобы вначале чисто откатывать то, что есть, а потом усложняться. Но если на тренировках это есть, то, опять же, почему бы не рискнуть? Ну, на этом старте не сыграла. Возможно, в следующий раз это будут как раз те самые решающие сотые, которые помогут выйти на новую ступень. И несмотря на огромные оценки за компоненты 69-69, Софья Муравьева занимает 5-е место по произвольной программе, и сейчас она 3-я по сумме 2 программ. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Поздравления от Алексея Николаевича Мишина. Ну а дальше ждем Соню уже в новом сезоне соревновательном с яркими образами. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Дина Хуснутдинова. Произвольная программа Дины Хуснутдиновой — это эпоха героев Бала Шахаваши. Дина молодая, легкая, с интересом смотрит на этот мир и пока только ищет себя во взрослом катании. Отличная хореографическая и техническая база позволяет не блуждать в потемках, а работать точечно в этом уникальном тренерском коллективе. Тройной аксель.
Да. Дина Кузмутдинова. Но вот как вчера мы отметили, что ни одного чистого проката у парников. И сегодня, не знаю, с чем это связано, либо большой очень перерыв после чемпионата России, который был в декабре. Вот сейчас мамочка замечательная Дины здесь, на арене. Что случилось? Ну, собери просто уже, ну упал ты первый. Ну, и сделал второй. Все, дальше собери просто свою программу, а то достаточно будет. Ты же вообще остановился. Я тебе кричу. Ты же во второй лук даже не пошла в тройной. Ты же двойной упала. Как ты хотела бы. Ну, Даниил Глихенгаус, собственно, повторяет не то, что мои мысли, ну да, вот и как я и задавал тебе вопрос, ну ты прыгнул, хорошо, был срыв первого тройного аксель, дальше был чистый исполн, так же, как у Садковой, чистейший четверной. Где, почему, откуда вот эта сложность просто собрать простые, условно, в кавычках, тройные прыжки? Честно, Дина очень удивила. Конечно, это была большая неожиданность, потому что Дина себя весь сезон проявляет как очень стабильная, надежная спортсменка, которая от старта к старту вот прям вот как-то спокойно. Вот элемент сделано, все, пошли дальше. Элемент сделан, идем дальше. И как-то всегда так с холодной головой видно, что анализирует каждый шаг, каждый прыжок. И, конечно, очень неожиданно было видеть такой прям развал программы, потому что здесь бесполезно обсуждать, где была какая ошибка, потому что главная ошибка на всех элементах — это просто именно она в голове, что Дина потеряла вот эту уверенность, настрой и начала абсолютно сыпаться на всех элементах. Видимо, ее действительно так сильно подкосило падение неожиданно с первого тройного акселя. Хотя потом сделала второй, казалось бы, должна была обратно вернуться уверенность, но нет, к сожалению, и дальше прокат продолжился на такой вот неудачной ноте с ошибками, но это, наверное, нужно было пройти этот опыт, чтобы понять, что это такое слабое место, над которым нужно работать. Если что-то идет не так, ошибка, очень быстро нужно уметь переключаться и дальше в каждом элементе доделать все на 100%. И ни в коем случае не позволять себе вот разваливать программу до конца. И этот опыт, видимо, тоже нужно приобрести. Так что Дине пожелаем, чтобы она сделала правильные выводы и только работала, и больше такого не случалось в ее карьере. Безусловно, конечно, мега талантливая спортсменка. Благодарим и за ее творчество. Но по поводу срывов бывают элементы, когда ты срываешь, ты видишь, что это случайности, условно случайности. Но в данной ситуации такое ощущение, что просто свет выключался. Либо он есть, либо его нет. Такие это страшные, абсолютно бесконтрольная ситуация, когда ты уже теряешь, да, эту концентрацию, контроль, и просто вот кое-как идешь в эти прыжки, и тебе уже просто хочется, чтобы как-то побыстрее программа закончилась, потому что ты немножко в прострации находишься, и нужно уметь из этой прострации себя обратно в реальность возвращать очень быстро. И это опыт, который обязательно Дина приобретет. Если откатиться на начало сегодняшних соревнований, я читал интервью Маши Захаровой, где она сказала, что она иногда доезжает до программы, и только когда музыка заканчивается, она вдруг вспоминает, что она что-то вначале сорвала. То есть настолько она запихивает это глубоко в подсознание. Это называется большой спорт и психологическое, такое ментальное состояние. И кто-то способен вот так, как говорится, питаться энергией зрителей и соревновательной обстановкой, а кто-то, наоборот, рассыпается. Это 10-е место по произвольной программе. Очень невысокие компоненты. И она 7-я по сумме двух программ, проиграв Елизавете Куликовой. На вершине Дарья Садкова и Камила Нелюбова, как минимум, на пьедестале. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Алиса Лидер Двоеглазова. соревнований у девушек Алиса Двоеглазова. Как золотое облачко появляется она на арене. Алиса Диско, Алиса Хит, Элис Two Eyes, как говорит Козловский. И уже давно ни у кого не возникает вопроса, кто такая Элис.
all the things I could do if I had the lips on my knee. It's a rich man. Ну, просто американские горки, можно так сказать. Конечно, сегодняшний день меня, правда, лично очень сильно удивляет. Мы не то что привыкли, нас приучили наблюдать, аплодировать, вскакивать с своих мест и аплодировать стоя. Но вот какой-то сегодня заколдованный день. И мы так с Аней повспоминали, пошустрили протоколы сегодняшних произвольных программ. И, собственно, единственное пока на данный момент, ну, уже можно констатировать, что да, на этом все останется. Единственное, что Ксения Гущина и плюс-минус Анна Лишенко тоже, по-моему, вся зеленая зона была, то есть все элементы были выполнены. Но вот Алиса Двоеглазова молча. Что за сомнение? Надо было идти во второй, даже несмотря на меня. Это не как на России было, что ты упала с первого, понятное дело, что... Ты не поверишь, нас тоже. Да. Весь год одно и то же. Тебя немножко не услышал, что такое одно и то же. Бесит ее, это что не получается там какая-то Я вещь. думаю, что Они речь говорят, идет их про тоже. Луц четверной, который у Алисы очень нестабильно получается именно на соревнованиях. И, к сожалению, двойной. На 6-минутной разминке точно те же самые были ошибки. Тоже именно двойной она делала. И в прокате, к сожалению, не удалось исправить эту ошибку. Ну что сказать, прокат тяжелый.
прямо скажем, не очень удачный, но при этом с очень сложной заявкой. Планировала пойти на 3 четверных прыжка, Луц и 2 тулупа. Луц, к сожалению, двойной, тулуп с очень неуверенным таким выездом, но арбитры его в положительной зоне оценивают. И на следующем тулупе, на который она пошла, конечно, нужно было делать каскад, но из-за того, что случилось падение, не получилось сделать каскад, поэтому этот прыжок, конечно, по базовой стоимости очень низко уходит. Вот, ну, дальше Алиса, вот то, о чем мы говорили, что нужно доделывать, уметь там часть с тройными прыжками уверенно. Алиса это сделала. Все равно, конечно, чувствовалось, что прыжки не столь уверены, как может их делать Алиса, но, тем не менее, они сделаны, они докручены, да, они засчитаны. А это уже нюансы того, что Алиса, ну, конечно, при чистом исполнении четверных она бы их делала лучше, увереннее, но здесь они такие тоже были немножко на грани. Но, тем не менее, не рассыпалась, программу не развалила, старалась доделывать все по максимуму, насколько это было Ну, возможно. такой яркой, какой мы обычно можем наблюдать Алису во время исполнения той или иной программы, мы, конечно, не увидели. Сегодня и зажглась эта звездочка, но это лишь иллюстрация того, что это действительно это большой спорт, это спорт мега сложных технических задач, и порой не все получается задуманное, и все мы живые люди, поэтому сейчас от лица тех, кто все-таки проходил не на словах, а в реальности, и ты, Аня, и я, через такие турниры, когда все развалилось, просто пожелать забыть, вычеркнуть, удалить рейс. Но результат забывать не надо. Алиса первая, тем не менее, вычеркивать такой важный старт, я думаю, тоже неправильно. И Софья Муравьева вновь 4-я. Это, конечно, просто 0,02 балла. 0,02 балла. Но мы Алису поздравляем. Действительно, спустя даже несколько недель, месяцев результат-то останется, прокат, возможно, забудется. Но и хотелось бы, чтобы такие прокаты они остались в прошлом здесь бы на Челябинском льду. Да, старт был тяжелый для всех девчонок, много было ошибок, поэтому вот кто как справился. Тем не менее, на ваших экранах Алиса Двоеглазова, несмотря на все трудности, выигрывает. Дарья Садкова, все-таки не зря этот четверной тулуп покорился. И Камила Нелюбова, поздравляем ее, мне кажется, с первой медалью такого крупного турнира. Она точно заслужила этого, так что за нее точно можно порадоваться. 0,02 Софьи Муравьевой не хватило до 3-го места. И мы перемещаемся в Киссинг-Край-Коннор Да, для сейчас беседы хотелось бы с чемпионкой. услышать из первых собственно, уст. да, то, что происходило и в голове. Ну и сейчас уже постфактум Алиса Двоеглазова уже победительница финала Гран-при, двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков и Евгения Медведева. Слушаем. Финальный день соревнований на финале Гран-при России по фигурному катанию на коньках в Челябинске. Буквально только что закончились произвольные программы у наших замечательных девушек. И в сложной борьбе победила Алиса Двоеглазова. Алиса, поздравляем тебя с очередной медалью, с очередной золотой медалью. Ну, рассказывай, как твой прокат сегодня оцениваешь? Пока тяжело оценить. Больше, конечно, испытываю разочарование в себе, но я еще до выхода на лед дала себе установку, что я буду бороться до самого конца и бороться за каждый элемент, за каждый оборотик, за каждый шажок. И я очень, наверное, благодарна себе, что держалась я до самого последнего момента своей программы. А что значит вот перед самым выходом на лед? Что-то не так пошло на разминке или, может быть, на тренировке сегодня сложности были? Сложности, наверное, больше в моей голове. И я знаю, что я могу выполнить тот или иной контент. Нужно как-то проанализировать в целом, может, позаниматься с какими-то специалистами, чтобы понять, что конкретно мне нужно. Потому что, например, на прыжковом турнире я готовилась, наверное, намного меньше в том плане, что я не знала, чего ожидать. И как-то думала просто о том, что классный старт, и можно принять здесь участие, тем более вот соревнования в дуэтах, тоже что-то новое. И, наверное, психологически легче подходила. Здесь я больше готовилась, больше тренировалась к этому турниру. Наверное, возможно, от того, что я слишком много от себя хочу,
может, это тоже как-то влияет. Но, тем не менее, это твой первый серьезный взрослый титул. Мы тебя с этим Да, поздравляем. я очень рада. Но вот ты говоришь, что ты серьезнее готовилась. То есть, наверное, есть такой аспект, что ты чуть-чуть себя перегрузила вот этой вот медалью. Ты как будто бы очень хотела завоевать это золото, именно взрослое для себя. И это на тебя влияло Наверное, психологически? Во время тренировочного процесса я как-то анализировала в целом свои соревнования. Конкретно сюда я ехала просто, чтобы показать то, что я умею прыгать и делать. И я рада, что в короткой программе у меня получилось season best свой показать. А тут больше, ну, наверное, я на себя злилась, что я еще ни одного раза не откатала свою произвольную программу чисто в этом сезоне. И меня это разочаровывает до сих пор. И... Даже несмотря на сложность, то есть ты не допускаешь для себя возможности где-то допустить помарку или ошибку, потому что все-таки четверной луц в самом начале, дальше еще один который четверной. вновь не случается, и вот эта бабочка уже в моменте выезда, я не знаю, у меня буря эмоций каких-то, мне стало стыдно перед всем залом, перед всеми людьми, кто вообще здесь находится, но так как я себе дала установку, что я борюсь в любом случае до конца, потому что понимала, что у меня есть и небольшой запас, и вообще хорошие шансы на любую из видов медалей здесь. Но конкретно завоевать золото, это, наверное, уже как дальнейшая цель, но в приоритете для меня было чисто откатать свои программы. Ну, впереди Кубок Первого канала, и там будет кто-то катать короткую, кто-то произвольную, кто-то обе программы. Так что у тебя будет еще шанс откатать ее чисто. С каким настроем будешь готовиться к этому турниру? Ведь ты уже со взрослым титулом теперь. Нужно переосмыслить все. Я, конечно, очень рада тому, что мне получилось взять здесь золото. И прям такие, как описать свои эмоции, бальзам на душу. Но попробую просто все переосмыслить. Может быть, поменять какой-то подход к тренировкам, потому что я чувствую, что я начинаю взрослеть именно уже как девушка, и становится просто тяжелее немножко тренироваться из-за этого. У тебя дома наверняка все твои золотые юниорские медали висят в одном месте. Сейчас у тебя первая такая вот золотая по взрослым. Повесишь ли ты ее отдельно? Отметишь ли ты ее как-нибудь почетно? Или все вот в одну карьерную историю пойдет? Думаю, в одну карьерную, потому что все у нас складывается из каких-то ступеней преодолений. Конечно, не знаю, пока что хочется больше проанализировать свой прокат, почему, что и как. А отдохнуть не хочется? Нет, вот здесь не хочется. Мне хочется как-то правильно себя настроить, возможно, поработать где-то не только на льду, но и больше углубиться в зале, в чем-то, мне кажется, наверное, в психологическую сторону, вот так правильнее сказать. Вот. Ну и посмотрим. Нужно пробовать что-то новое. Хочется больше удовольствия получать от проката? Хочется больше удовольствия после него получать, наверное, так. Это основное, согласна. Алис, за тебя мама болеет, всегда сидит на трибуне и спокойно очень смотрит за твоими прокатами. У вас у всей семьи такая нервная система. Обычно родители не смотрят, как их дети катаются. А у тебя мама стойко, спокойненько. Мне очень жаль мою маму, наверное. Столько переживаний. Вот, еще мы с ней поспорили, что если я захожу в четверной луц, то все нормально. Если я делаю бабочку, она мне сказала, что я месяц буду мыть унитазы, поэтому... Так вот почему мама сидит на трибунах. Она хочет выиграть споры, и она, получается, сегодня выиграла. Вот так вот сидит мама, знаешь. Да, я знаю, первая моя мысль после того, как я приземлилась с этой уже бабочки, я не знаю, лучше, наверное, разбиться с четверного, но зайти уже в него, это для меня. Вот, и я подумала, блин. А у тебя очень интересный маникюр. Я смотрю, у тебя даже на ногтях четверной луц написано, четверной тулуп. Это у тебя на удачу? Манифест. Наманифестировала себе четверные. Ну, это традиция у меня уже с 2022 года. Да как, не знаю, наверное, сказать, как моя фишка, это будет громко, но вот просто немножко выделяюсь вот этим.
Ну, мы хотим тебя, конечно же, спросить твои задачи на следующий сезон и вообще на конец этого сезона. Что бы ты себе на новом маникюре написала бы? Давай вот так. Психологическую устойчивость, и Алиса отстанет от себя. Вот так вот. Вот так вот, наверное. А в целом хочется развиваться не только в прыжковой сфере, но и как-то больше, наверное, еще раскрепоститься, искать какие-то новые стили в себе и поставить какие-то интересные программы, возможно, рассказать какую-то историю. Ну, подумаю об этом чуть позже. Но мы тебя отправляем отдыхать, и, скорее всего, первым делом тебе придется идти в магазин хозтоваров, судя по вашему спору с мамой. Ну, а мы тебя ждем на следующих турнирах, и уверены, что ты покажешь себя вообще во всей красе, как ты можешь. Главное — расслабиться и получать удовольствие. Спасибо. Ну что ж, увидимся с Алисой уже на Кубке Первого канала. Сейчас у нас интервью. Игорь Прудников задал свои интересные вопросы Камиле Нелюбовой. Камил, после увиденных оценок, после проката вы пришли сюда к журналистам в Микзону. Уж простите, скажу я нашим уважаемым телезрителям, поплакали немножко. А по факту что? По факту я вас поздравляю с первой медалью финала Гран-при России. Что это за впечатление и какие мысли сейчас в голове вертятся? Спасибо большое за поздравления. Но я не совсем плакала, я просто немного расстроилась. Пока что я еще не осознала то, что я в призах, но я рада, что мой прокат получился чистым. Просто хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в моей подготовке, зрителям за поддержку. В принципе, все прошло хорошо. У меня две фразы в одном это предложении не сочетаются. Прокат получился чистым, это хорошо, но я немного расстроилась. Вы из-за чего расстроились-то? Оценки на чемпионате России были выше, но по моим ощущениям прокат был таким же хорошим, даже, я бы сказала, более раскрепощенным. Но, наверное, судьям, виднее. Я, хотела бы пересмотреть свой прокат, чтобы проанализировать, тогда уже, наверное, пойму. А давайте о хорошем. Мы, как болельщики, всегда восхищаемся вашим высоченным, роскошным тройным акселем. Чем вы сами себя восхитили на этом турнире? За что можно сказать: я Камила, я молодец? Я считаю, что я молодец, потому что я откатала чисто программы. Я была уверена. Крутились мысли в голове, конечно, но я шла и я делала. Я сделала, в принципе, все, что от меня зависело. Вы в одном из интервью говорили, что очень хочется поработать над второй оценкой. Как к этому прийти, как это вообще тренируется? Накаткой программы, больше катать программы, может быть, работать с хореографом более точечно. Я это делаю, я к этому стремлюсь. Думаю, что со временем у меня будет все подниматься вторая оценка, и я буду себя чувствовать на льду еще увереннее. Просто хочется больше раскрывать образы в программах. Какие ближайшие планы? Сегодня, в принципе, радоваться. В остальном, я не знаю пока что. Пока не знаю. Радоваться — это отличный план, и я вас отпускаю его воплощать в жизнь. Спасибо Еще раз большое. поздравляю вас с медалью. Спасибо. Хорошо. К нам в студию присоединился Михаил Коляда, и когда он к нам с Максимом зашел и сел в студию, сказал: ребята, вы не переживайте, я коротко. И это только за короткую программу, а это за сегодня. Миша, твои впечатления? Ну, давайте, я не буду вас пугать своими слишком длинными выводами, поэтому пробежимся коротко. Я все-таки хочу начать с первой разминки. Первая выходила Мария Захарова. Не крепко стояла сегодня на ногах. Мы видели, что она слишком сильно хотела. И это как раз ее и погубило, на мой взгляд. Анна Лишенко сегодня выходила без ожиданий. То есть она выходила просто поработать. И у нее сегодня получилось все замечательно. И видим, как по уходу сезона она развивается именно во второй оценке. Здорово. Мария Елисова катала неплохо, но зажата. Они с тренерами решили пойти на облегченный контент. Сделали двойной аксель вместо тройного.
И, может быть, это как раз тоже повлияло. То есть здесь все очень индивидуально подбирается под каждого спортсмена. Анна Фролова легко, красиво. На мой взгляд, по эмоциональности сегодня был лучший прокат ее кошек. Вероника Иметова боролась, молодец. Видим, что у нее, в принципе, стабильные прокаты постоянно. Но именно сегодня она вот как-то была не в ногах. Возможно, сказалось большой перерыв между стартами. Может быть, конец сезона, может быть, переход к новому тренеру. Гадать не будем, лучше спросить у нее напрямую. Елизавета Куликова. Проникновенно. Она и на чемпионате России откатала, наверное, на 120%. Сегодня был прокат на 100%. Вторая разминка. Ксения Гущина. Не было сомнений, что откатает чисто. Немного подшвыривала ее на тройных луцах, но в целом как бы она боролась и со своей задачей минимум справилась. Камила Нелюбова. Начинаем верить. То есть она действительно как-то очень сильно прибавила во второй оценке, и тройной аксель она в этом сезоне добавила. То есть прям здорово. Абсолютно заслуженное 3-е место. Дарья Садкова. Настоящий воин. Четверной тулуп был прекрасен, но потом что-то пошло не так. Возможно, она начала думать, и это начало ее сбивать. То есть как-то она сегодня думала, но, видимо, это ее и сбивало. Софья Муравьева ввела в транс абсолютно всех, потому что зал просто замер, когда она катала. Было совершенно невероятно, потрясающе круто. Дина Хуснутдинова сегодня была не в ногах. Все, в общем-то, она именно вот первый сезон, она выходила как-то, у нее еще был такой запал, и она как-то прям энергично. Без ожиданий, без каких-то целей выходила просто себя показать. А когда уже медали начали сверкать на горизонте, вот тогда началась ответственность. Она начала ожидать от себя чего-то. Стало страшно, возможно, где-то. Да. Алиса Двоеглазова тоже себя сегодня ловила. Много потеряла на 4-м каскаде, там был тройной луц и 2 двойных акселя. И, ну, в целом, она молодец. Она очень думающий спортсмен. Она яркая, она харизматичная. И у нее есть все шансы для того, чтобы дальше только улучшаться. Но насколько мы поняли, что она немного просчиталась в произвольной программе сегодня. И случайно сделала незапланированный 4-й каскад, который засчитывается каскад, даже если есть просто повторение. И неважно, упал спортсмен или нет. И вот сегодня вот такая злая шутка получилась с ее 2 двойными акселями в каскаде. Все-таки тоже надо не забывать, что это ее первый взрослый сезон, а уже такие приличные результаты. Ну, это было действительно коротко, зная Михаила Калиду. И у нас совсем скоро уже начинаются соревнования среди мужчин. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Ольга Маркова, Москва. Грандиозное завершение финала Гран-при по фигурному катанию на первом. Это соревнование мужчин. Каждый претендент на победу намерен исполнить минимум 4 различных четверных прыжка. Владислав Дикиджи пока 3-й в этой гонке, хотя был невероятно хорош в космической короткой программе.
Николай Угожаев в привычном дерзком рок-образе шикарно исполнил короткую с самой высокой оценкой дня за элементы. Сиял на радость болельщикам на второй позиции. Но абсолютный герой турнира, участник недавних Олимпийских игр, чемпион России, элегантный, стильный, лидер Петр Гуменник. Зал рукоплескал стоя, и сегодня ждут с нетерпением его Онегина и Пятикватку. Петр Первый лидирует с преимуществом в 4 с лишним балла и невероятно настроен на дальнейшую борьбу. И все это великолепие прямо сейчас на ваших экранах. Встречаем на льду участников первой группы. Александр Мельников, Москва. Артур Даниэлян, Санкт-Петербург. Матвей Ветлугин, Санкт-Петербург. Андрей Мазалев, Москва. Макар Игнатов, Московская область. Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Финал Гран-при по фигурному катанию на финишной прямой. Произвольная программа. У мужчин первая группа участников уже на льду Челябинского дворца спорта, где обычно сражаются хоккейные команды. И здесь кипят страсти. Но сегодня здесь не только спорт, не только состязание, но и элегантность, творчество, стиль, музыка не перестает звучать. И, конечно же, вдумчивое не только катание, но и смотрение фигурного катания как от зрителей переполненной арены, так и от комментаторов Первого канала. К нам с Алексеем Ягудиным присоединяется Михаил Коляда. На комментаторской позиции Василий Соловьев, Алексей Ягудин и Михаил Коляда. И мы приветствуем вас. Всем привет. Добрый день. Ну что ж, все, заключительный день финала Гран-при России. Один из самых крупных турниров этого сезона. Дальше уже более выставочные турниры, в том числе и Кубок Первого канала, Русский вызов. Но сейчас нужно собрать все то, что было наработано не только в начале этого сезона, по ходу сезона, но и предыдущие сезоны, для того, чтобы здесь выстрелить. Немножко тревожно было наблюдать женские произвольные программы, такие американские горки. И, казалось бы, вот уже вот-вот-вот, но, к сожалению, не так много. Если уточнять, всего лишь 2 чистых проката произвольных программ. Надеюсь, что мужчины сейчас будут заряжать нас не только своей энергией, но и чистотой. Первым будет кататься Александр Мельников, призер Гран-при в Красноярске. 12-е место после короткой программы у этого прекрасного артиста и фигуриста со своим стилем, который тренируется у Виктории Буцаевой. Ну а на этой арене рядом с ним тренер Евгений Власов. Вслед за ним Артур Даниэлян с такими миленькими усиками, которые символизируют музыкальное сопровождение из фильма «Семейка Адамс». Ученик Евгения Рукавицына, некогда призер чемпионата России и Европы, чрезмерно артистичный. Вслед за ним еще один ученик группы Рукавицына, Матвей Ветлугин. Некогда бронзовый призер финала Гран-при, тогда это еще был Кубок России. Матвей Ветлугин всегда передает очень интересные образы на льду. Мотя, как его нежно называют, все фигуристы, поражает тем, насколько эти образы разные, непохожие, запоминающиеся. И, конечно, его программу не перепутаешь ни с чьей. Андрей Мазалев, прекрасный
еще один прекрасный именно фигурист, артист. То есть все те спортсмены, которых мы с вами видим сейчас на экране, они один выразительнее другого. Зачастую, учитывая то, что это первая группа участников, первая разминка, это сказывается, как вы видите, на результатах. Впрочем, как мы видели в женском катании, на результатах это сказывается не только это. Андрей Мазалев катается в школе «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе, и Даниил Глихенгаус и Сергей Дудаков, его тренеры у бортика. Макар Игнатов на ваших экранах. Там и взрослый, 25-летний опытный спортсмен, и его супруга Сашенька с сыном Михаилом. Да, машет нам ручкой. А это Артем Значков из школы «Ангелы Плющенко». Евгений Плющенко, где они вместе с Сергеем Алексеевым работают с Макаром Игнатовым. Глеб Лутфулин, еще один талантливый в презентационном плане фигурист. Прошлый сезон был великолепным от Байкала до чемпионата России в Омске. В этом чуть-чуть посложнее, и тем не менее, уж если он примеряет какой-либо образ на себя, то делает это настолько основательно, что даже на прыжковом турнире может предстать Доном Корлеоне, и все моментально со всем соглашаются, как и было сказано в оригинальном фильме. Мелодии и слова в его постановках являются искусным инструментом воздействия на публику, признательную за его творчество. Даже как-то Лутфулин обмолвился в интервью, что не исключает возможности поставить программу под пение Михаила Круга. Также фигурист восхищен талантом актеров Сергея Безрукова и Сергея Бурунова. Мечтает с ними поработать. Предлагаю познакомить. Я жду того сезона, когда будет Михаил Круг, и круг замкнется. Не замкнется круг. Ну, говоря о коллективной работе, о работе команд, сейчас вы видите Алексея Николаевича Мишина. Вновь поздравляем с его юбилеем. Совсем скоро в Санкт-Петербурге состоятся его юбилейные шоу. Но когда мы говорим о тандеме фигуриста и тренера, конечно, мы говорим о командной работе. И в этот раз хочется отметить еще результат работы одной команды. Это губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича и Федерации фигурного катания России на коньках. Конечно, в лице Антона Андреевича Сихарулидзе и Александра Когана. Вот сейчас, собственно, человек, от которого зависит жизнь, возможно, судьба и счастье Игнатова, Макара и, собственно, судьба многочисленных трансляций, всех трансляций Первого канала. Ольга Черносвитова, она была на ваших экранах, собственно. Ну что ж, это здание, эти стены аккумулируют в себе какую-то нереальную, фантастическую энергию, теплоту, доброту наших, ваших сердец. Вновь спасибо большое, что мы вместе, а вместе мы непобедимы. Удачи всем участникам. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Александр Под музыку из Мельников. телесериала «Медичи. Повелители Флоренции» катается Александр Мельников. Действие происходит в 15 веке. В качестве завязки сюжета сериала, конечно же, отравление. Ну а как еще могло быть в те времена?
Очень даже неплохо. Конечно, после женских произвольных программ всегда с опаской смотришь на тех, кто выходит следом. И мужчины нас не всегда заряжали стабильностью, но судя по тому, как мы сейчас увидели и что мы увидели, Александр Мельников, на мой взгляд, абсолютно другим подошел к исполнению сегодняшней программы, нежели позавчерашняя короткая программа в его исполнении. То есть сегодня какое-то такое спокойствие и достаточно чисто исполненные все элементы. Всего лишь надо крутиться. Всего лишь надо крутиться. Я запомню эту фразу. Да, это, скорее всего, Александр имел в виду двойной аксель вместо тройного, а там действительно надо было крутиться. То есть отрыв был хороший, надо было просто еще один оборот, как Алексей Николаевич говорит, додержать, и все. А я подумал про первую попытку четверного. То сейчас видя, ну там очевидный был недокрут и такие благоприятные стечения обстоятельств, которые позволили ему продолжить и не вставая со льда. Такой недокрут практически приличный был. Приличный, но у него корпус был спереди, поэтому он как бы и вытащил, и поехал, и сделал все нормально. Дальше 4-2, тулуп сделал тоже как-то на морально-волевых. А затем после вращения, как раз который должен был быть тройной аксель, он сделал двойной. После вращения мы с Алексеем аж ахнули, когда он начал делать колесо. Руки так немножко проскользили по льду. Было опасно такой маневр. Во второй части Саша прекрасно сделал 4-3 каскад тулуп-тулуп. И как-то вот было видно, что это было не просто второе дыхание, это было третье. И зал как-то начал его поддерживать. И вот все как-то начало складываться. И Саша почувствовал эту челябинскую энергию. И сегодня катал очень даже достойно. Не проскакивайте. Продолжается обсуждение того, что происходило в произвольной программе. Очень достойно. И это сердечко, которое отправляет Саша в нашу сторону. Наверное, все-таки нужно наоборот перенаправить все наши сердечки и поддержку этому замечательному тандему. Ты все сердечки, которые отправляются, Грант, ты их на свой счет принимаешь? Не, наоборот, отправить туда. Потому что главные действующие лица того или иного турнира, конечно, это те спортсмены, которые выходят на лед. Хорошие оценки за произвольную программу, и с суммы 230 баллов мы начинаем этот день. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Артур Семейка Адамсов. Прекрасная метафора на структуру взаимоотношений в любом коллективе. С юмором и в плотном контакте с аудиторией Артур Даниэлян исполняет эту произвольную программу на радость всем нам. И как это водится, никто себя не узнает. Артур вдохновлялся не только фильмом «Семейка Адамсов» и новым сезоном сериала «Уэнсдей», но и олимпийской программой Ксении Столбовой и Федора Климова. Вот она, настоящая семья российского фигурного катания.
Ну что ж, местами можно, конечно, и стоя аплодировать, местами мы горевали. Но одно хочется отметить, немножко жалко, что такой колоритный и достаточно талантливый спортсмен-одиночник и, к сожалению, вот не может никак добраться вот того состояния, когда этот фундамент под названием условная прыжковая часть, даже простые, мы не берем в рассмотрение четверной луц, например, такие как четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп, что для мужчины это как бы есть фундамент, основа, чтобы вот она застыла. И уже отталкиваясь от этой основы, можно выстраивать дальнейшее строение. Жалко, потому что, ну, все есть, и душа есть, и самое главное, понимание, что происходит, как это должно происходить. Но вот, к сожалению, ну, что-то всегда вот выпадает. Знаешь, Алексей, справедливости ради, сегодня Артур сделал и сальхов, и аксель хорошо. Да, конечно, у него там были небольшие недочеты в других прыжковых элементах. Пошел на усложнение и попытался сделать четверной луц. Артур Даниэлян начал прекрасно с сальхова, просто вот никаких вопросов. Вот затем четверной луц, недокрученный, и падение, и причем очень так больно упал. И такие падения, они на самом деле и дыхание сбивают, но после этого он собрался и сделал прекрасный тройной аксель. Тройной луц, тройной тулуп. А во второй части, мне показалось, Артур начал уставать, и вот эта острота ощущений, она начала как бы теряться. При этом же надо не выпадать из образа и делать сложные технические вещи. Но вот чуть-чуть сегодня не хватило. Ничего страшного. Мы прекрасно знаем, что Артур может катать чисто, и мы видели это на этапах Гран-при. Ну, здесь все очевидно, о чем подумал в данный момент Евгений Рукавицын. Я думаю, что здесь и переводить не нужно. Ну что ж, пусть этот турнир уже будет закончен в голове Артура. Сейчас мы увидим оценки. Ну а дальше, как говорится, вот чтобы этот фундамент оставался. Ну и четверной луц — это не просто элемент, который он впервые попробовал. Он праздником вас! С праздником, конечно, наших дорогих девушек. Хоть он не прошел, он всегда.
конечно, у Артура точно сильно. Исполнение произвольной программы. Ну вот дальше, имея четверной луц, но чтобы все складывалось. Сумма за две программы. 220 Он на втором месте как по произвольной программе, так и по сумме двух программ. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Матвей Ветлугин. Когда Матвей Ветлугин ставил программу в образе императора, то загнал себя мыслями о том, что падать в таком костюме просто неприемлемо. Из-за этого появилась дополнительная нервозность. Вот после одной из неудачных тренировок к нему подошла врач команды Ольга Еременко и сказала: «Думаешь, он не человек был? Не мог ошибиться? Дай себе право на ошибку, и станет легче». И это великие слова. Император не тот, кто не падает. Император встает и с достоинством продолжает намеченный им великий путь. Несите меня во дворец. Там умереть.
Спасибо Матвею, спасибо и Жене Рукавицыну, спасибо всем тем и врачам, которые сделали практически невозможное. И вы видите, как сейчас, какая боль и как хромает спортсмен. Просто поставили на ноги, в это мало кто верил, но поставили на ноги перед исполнением короткой программы. И, собственно, сейчас настает время для того, чтобы подлечить раны, залечить эти раны и уже с высоко поднятой головой стремиться покорять новые вершины в новом сезоне. Да, спорный прокат, безусловно, он был далек от того проката короткой и произвольной, который мы наблюдали в Санкт-Петербурге во время чемпионата России. Это, конечно, была просто феерия. Но сейчас сторонние силы Но все-таки стали хочется на пути. отдать должное Матвею, что он вообще вышел на этот прокат. Он прокатал, конечно, не безупречно, но это было достойно. Это было вот по-настоящему спортивно. На тоненького. Это было по-спортивному. Проще, конечно, взять, сняться и... Хотя, возможно, порой это бывает и более справедливый, умный подход. Ну, проще Но... в физическом плане, но в эмоциональном сейчас он абсолютно точно может уезжать из Челябинска с чувством выполненного долга. Однозначно. Начал свою произвольную программу Матвей с четверного луца, затем четверной флип, четверной тулуп, и на флипе и на тулупе судьи находят недокрут. Затем был тройной тулуп, комбинированное вращение 4-го уровня. И во второй части, вот можно сказать, его коронный такой, да, элемент Луц Ридбергер, и мы видим, что он был сегодня не в ногах. Да, к сожалению, было такое падение, и дальше еще один Луц Ридбергер 3-3. Он не стал рисковать, Он не стал рисковать, да, и пошел, сделал 3-2. Через боль, преодолевая себя, и в том числе, но вот сейчас неподдельная картинка у вас на экранах. Сколько же вложил в этот сезон Матвей, все это было действительно непросто. Ну и в эту постановку, сколько было рассказано и прочитано о том, какой бэкграунд он вкладывает именно в эту произвольную программу. Шоколадка. Я желаю всем шоколадку. Шоколадка — это тоже приятное. Обезболивающее в какой-то степени. Шоколадка может быть. И Владислав Никитжи, вы видите, на экранах тоже готовится. И у него второй результат по произвольной программе, но он впереди, опережая на 11 баллов Александра Мельникова по сумме двух программ. Для исполнения произвольной программы... Секретный агент 007 в произвольной программе Андрея Мазалева. Как-то рассказывал в интервью этот фигурист, что недалекие одноклассники смеялись над ним, мол, занимается девчачьим видом спорта. Да? Ну и кто тут девчонка? Лузеры. Бонд. Джеймс Бонд.
Джеймс Бонд. Андрей Мазалев. Какие продемонстрировал сейчас эмоциональные горки Качели, для да. нас своим выступлением. Я вижу, ты прям... Не, я даже не подбираешь понимаю. слова. Одно, вы знаете, что для меня положительно я увидел. Мы зачастую говорили о том, что вот Андрей Мазалев, и где же его четверной флип. Но я так понимаю, что сейчас потихонечку пытаются вернуть этот элемент ультра-си, потому что Сальхов тулупы мы видели по ходу произвольной программы, что именно четверной Сальхов и 2 четверных тулупа были сделаны. И, собственно, сейчас он пытается нащупать комфортную среду для того, чтобы вернуть четверной флип, который он раньше исполнял. Немногословны. Вероятно, четверной флип у него получается на тренировках, и поэтому они решили поставить его в произвольную программу, иначе зачем? Но вот, к сожалению, да, вот мимо ноги пошел Андрей. Сальхов, следующий прыжок. Классный, мягко, прям вот с зависом с таким. Затем 4-3, тулуп, тоже без вопросов. А вот тройной аксель, было по заходу понятно, что он упадет. Почему? Потому что он не уверенно встал на левую ногу. И, естественно, надо было уже крутить, потому что ноги как бы пошли, а верх был не готов. Ну, у Андрея не такие обычно очень высокие прыжки есть, такие более стелющиеся. И когда ты видишь, что совсем нет высоты, уже ты предвосхищаешь, что этот прыжок не случится. Это, возвращаясь к тройному максимуму, совсем не набрал высоту, потому что на ноге не стоял, да, на отталкивание. А вот этот флип, это просто такая неожиданность, мне кажется, вообще для всех. И мы видим, как одногруппница Андрея переживает. Но это действительно было из ряда вон. Такая ошибка, что, казалось бы, тройной флип, очень такой простой прыжок. Ну, прям как будто выключили. Концентрацию просто потерял немножко, не попал и... Да, такое иногда случается. А вот во второй половине программы был исполнен четверной тулуп, тройной тулуп. А можешь пояснить по набору элементов, почему 2 одинаковых каскада, четверной тулуп, тройной тулуп, не является повторением? Ну, потому что так можно делать. Например, Матвей Ветлугин делает 2 каскада Лутц-Ридбергер 3-3. И это тоже правило позволительно. Правила позволяют. И он впереди. На 7 баллов опережает Матвея Ветлугина. Плюс 100 кармы за последний флип. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Макар Игнатов, Московская область. Перекликаются 2 программы сегодня в произвольном катании. Анна Лишенко катает Харли Квинн из «Джокера». Ей отсюда из мужского одиночного катания вторит Макар Игнатов, как Джек Уайт, «Джокер». Интересный мог бы получиться дуэт. На льду обе программы великолепно соответствуют духу фильмов. Аж мурашки по коже от этих спортсменов в этой тематике. Артем Значков и Александра Трусова у бортика.
though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining for you. Just Да, наши мысли, конечно, и переживания, сочувствие сейчас вместе с Макаром. Не случился прокат от слова совсем. Очень много элементов сейчас стоят на пересмотре. Я думаю, что основной посыл технической бригады — это, конечно, многочисленные недокруты. Мы видели, что не очень ровно вылетал, держа корпус, да, в моменте полета в прыжковой части. И, собственно, это становилось. Наблюдалось смещение оси вращения. Сейчас будем пересматривать. Пошел на усложнение Макар. Впервые в этом сезоне решил сделать 5 четверных прыжков. Вот, к сожалению, сегодня прокат не задался. Да, и, кстати, по поводу того, что пошел на усложнение, и как Андрей Мазалев тоже попробовал четверной флип.
элемент, который у него был. Также и сейчас Макар попробовал тоже усложнить. И, на мой взгляд, и складывается такое впечатление, что как раз они используют этот турнир как площадку для того, чтобы усложнять, пробовать и, собственно, готовить почву к следующему сезону. Конечно, это очень такой грамотный тактический ход. То есть был предыдущий турнир на чемпионат России, где места риску не было. Ну а сейчас как раз то самое время, и как переживает, конечно, супруга Саша Трусова. И ой. Да, мы вот точно так же вот сделали. Это вот, если вы хотите представить Соловьева, Калиду и Ягудина, это вот наши лица. Затем четверной Ридбергера и судьи там находят тоже недокрут. Четверной Сальхов недокрут. Дальше после хорео дорожки 4-3 тулуп на тулупе тоже судьи находят недокрут. Да, вот сейчас как раз он на ваших экранах был. Ну, небольшой, но был. И затем все прыжки, четверной тулуп, Оллер, тройной Сальхов. И Сальхов там тоже недокрученный. Аксель. Миш, все просто, нет ни одного прыжкового элемента без недокрута. К сожалению. Ну, пусть это останется здесь, пусть это останется в этом сезоне, а в следующем году мы увидим нового Макара с четверным флипом и с 5 четверными прыжками. Причем это пусть останется только в Челябинске, знаете, как в том фильме, что произошло в Лас-Вегасе, и останется то, что происходит в Челябинске, пусть остается здесь, а весь негатив смоет заливочная машина. Там зелененькая есть, в середине. Зелененькая есть, говорят. Но он всегда с юмором по окончанию любого проката, конечно же, Макар. Опытный боец, его так просто, его дух не сломишь. Ну и потом все-таки приоритеты, наверное, смещаются немножко, как, Миш? Но с другой стороны, а что грустить-то? Ну, жизнь на этом турнире не заканчивается. Они точно так же приедут в Москву, будут работать дальше, и все. Поэтому классно, что позитивный настрой всегда с нами. А почему мы так не обильно обсуждаем сам прокат произвольной программы, именно вторую, даже не часть, а саму программу? Потому что, ну, как вы понимаете, здесь настолько тесная связь элементов, которые стоят в программе, с хореографией, с соединительными шагами, выражением даже порой лица, состоянием души. Вот это все, вот эта связь разваливается вся программа. Да, ее сегодня, к сожалению, не было. Макар Игнатов последний по произвольной программе и по сумме только на 0,4 впереди Артура Даниэляна. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Глеб Крестный Лутфуллин. отец Фрэнсиса Форда Копполы, музыка Нина Роты. Очень серьезное настроение. Каждый четверной — это выстрел в цель. Тренеры Алексей и Татьяна Мишины, Елизавета Туктамышева. На льду Глеб Лутфуллин. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come un lume cori. L'anima chiancia addurata. Si dà pace chi sta in una mala nottata.
passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, Sita non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, chi si ti dà qua da io, si ti dà amori. Una canto le canzoni, se non c'è nudo casa faccia barconi, se non c'è nudo casa faccia barconi. Ну, как хотелось верить, что после женских произвольных мужики сотворят чудо. Возможно, оно еще произойдет, но на данный момент правда. Мы с Мишей Передой тоже здесь пообщались, мы не понимаем, что происходит. Почему вот и ни одного чистого проката произвольных программ у парников, женские произвольные вот таким образом, и сейчас мужчины, то ли это большой перерыв после чемпионата России, как бы ты не успел, вроде бы ты успел отдохнуть, но не успел дальше подготовиться. Вот что происходит? Вот левым коньком, возможно, он подцепил правую ногу, подсказывают здесь люди знающие. А мне показалось, что у него травмирована именно левая нога, потому что Сальхов четверной, который должен был быть у него в заявке, он его не делал. Он попытался его сделать в его произвольной программе, но вот начал с падения с четверного тулупа Глеб. И потом взял такую очень длинную паузу. Вот. Да, нет, все нормально. Не цеплял ничего. Я думаю, что здесь какая-то, возможно, может, рецидив старой травмы. Потому что если ты, Миш, ты говоришь про четверной Сальхов, то было и четверной Сальхов, потом еще один четверной Сальхов, и потом двойной Сальхов. Прям 3 Сальхова, нет? Он хотел сделать 2 Сальхова четверных. Да. Но вот, к сожалению, у него не получилось сегодня. И тройной аксель был, и первый, и второй такой, как бы, ну, он выжимал, рабочий. Насилие его делал. Ну и вот каждый раз мы видим такое вот лицо, ужимки. Понятно, что боль присутствовала, не отпускала. Елизавета Туктамышева, чемпионка мира. Тоже, я думаю, сейчас задаются вопросом, что конкретно, где и почему это случилось именно здесь. Причем после короткой программы, да, настолько легко, именно прыжковая часть была исполнена, ну, с запасом, я бы так сказал. Чистый прокат. Все-таки есть какой-то зацепка. Костюм порвал. Вот первый прыжок. А, вот сейчас, вот. А, но это зацепил. Но это, да, это зацепил костюм. Получается, да, уже на выходе. Да, после короткой программы у Глеба было 91-21. Хороший результат. Очень даже хороший, конкурентоспособный. Вот но еще. вот, к сожалению, сегодня... мог, конечно, попасть по ноге. Так, ну, если он морщился, ну, что, просто... Конечно. Ну, с первого взгляда так как будто царапнул, но, возможно, и прям, я не знаю, будем узнавать. Да вообще такие эти ваши вещи, конечно, опасные, фигурно-катательные. Так вот, Да, вообще фигурное катание опасно. И жуть. Лучи поддержки Глебу Лутфулину и Алексею Николаевичу. Конечно, сложный день. Да, денек выдался непростой. И он на последнем месте по произвольной программе и последний по сумме 2. Мы переходим ко второй группе и молимся, чтобы все было хорошо. Встречаем на льду участников второй группы. Григорий Федоров, Москва. Марк Кондратюк, Москва. Евгений Семененко, Санкт-Петербург.
Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Николай Угожаев, Санкт-Петербург. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Это финал Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. Мужчины исполняют свою произвольную программу, и вторая группа на льду. О, это финишная прямая, и столько волнения. Почему-то на этом старте, казалось бы, завершение сезона. Катайтесь себе, наслаждайтесь, радуйте эту многотысячную толпу. Но нет, Алексей, посмотри, какая невероятная схватка происходит здесь, на этом турнире. Ну, с одной стороны, может показаться, что действительно окончание сезона, и с твоих слов как бы можно уже немножко подрасслабиться. Чемпионат России позади, оформление сборной команды тоже позади. Хотя, как мы понимаем, тактику Федерации фигурного катания на коньках нашей страны, что в дальнейшем при формировании сборной учитываются абсолютно все результаты абсолютно всех турниров. И поэтому так легкомысленно и пролетая этот турнир ну, невозможно просуществовать. Поэтому все равно присутствует у каждого из спортсменов нерв, но очевидно, что каждый из них, конечно, концентрировался и готовился к чемпионату России. А кто уже, как говорится, пережил этот момент, успел отдохнуть, накопить энергию и вновь войти в форму, мы увидим с вами буквально через несколько мгновений, когда завершится разминка. Ну или наоборот, готовился не к чемпионату России, а кое к чему еще, но об этом чуть позже. Открывает эту разминку два ученика школы Светланы Соколовской, Григорий Федоров и Марк Кондратюк. Еще два великолепных фигуриста, великолепных артиста. У Григория Федорова в этом году два призовых турнира. У Марка Кондратюка, кроме двух побед на этапе Гран-при, еще третье место. Чемпионат России, где он взлетел с 10-го места, с 10-го после короткой программы. Абсолютно неутомимый спортсмен. После него будет кататься еще один ученик группы Алексея Николаевича Мишина, Татьяны Мишиной, Евгений Семененко, который накануне ощутимо не досчитался технических баллов. Несмотря на два чистых четверных и великолепную по оценкам, да и по стилю лучшую дорожку шагов дня, Евгений на 4-м месте отстает от лидера на 5 баллов, потому что только одно вращение у него получило от технической бригады, 4-й уровень. А здесь каждый балл, конечно же, на вес золота. Вслед за ним катается Владислав Дикиджи, 3-е место перед произвольной. В короткой все он исполнил на отлично, но вот чуть-чуть был более скромный прыжковый контент, чем по сезону. Поменял флип на сальхов, чтобы убрать нервозность. Но в остальном, конечно, это был великолепный прокат. На второй позиции Николай Угожаев. Дождались мы воскрешения Николая Угожаева, каким привыкли его видеть. Задорным, светлым, чрезвычайно техничным. И самая высокая оценка за технику в короткой именно у Николая. Даже не на несколько сотых, а почти на балл. И никаких кьюшек, никаких галочек, только плюсы, включая 3 балла за флип. Ну и, конечно же, его тренер Дмитрий Хромин был на ваших экранах. Спортсмен, который занимался парным катанием, затем тренировал в Новосибирске, а потом вернулся в Питер свой родной и тренирует в школе, в клубе Тамары Москвиной, где также работает Вероника Дайнека. И вот эти два спортсмена именно из клуба Тамары Москвиной, выдающейся парницы и потрясающего тренера парного, сейчас выступают здесь в топе финала Гран-при. Так вот, по поводу пика
спортивного, в том числе у Петра Гуменника, он был все-таки в другом месте. Был ли пик у Гуменника именно на Олимпийских играх? Как ты вот ощущал, и как он ощущает себя здесь сейчас, после этих соревнований? Вот здесь, вот я точно могу сказать, но на 99%, уверен я, да, на 100 не могу быть никогда. А здесь он чувствует себя абсолютно раскованно, абсолютно легко. Сказать, когда выходил спортсмен на пик, сложно, потому что достаточно крутым получается сезон у Петра, и не было нигде определенных таких глобальных срывов. То есть плюс-минус он всегда выступал стабильно. Но поверьте мне, дорогие друзья, после Олимпиады любой другой турнир кажется просто не развлечением, конечно, а просто таким умеренным отдыхом. Что исполняют, Миша, на Исполняют разминке все. сейчас? Четверной Ридбергер, четверной Сальхов, четверной тулуп, четверной флип и четверной луц. Не хватает только лишь акселя. Все четверные я на разминке увидел. У всех, в принципе, они получаются. Ребята настроены, ребята заряжены. И сейчас экономят силы для того, чтобы выйти на старт и там показать все, на что способны. Ну, как всегда, Миша подчеркивает все положительные стороны, а я вижу, что здесь уже и Марко Дратюк немножко был в шоке от одной не очень уверенной попытки, и были срывы, но держим кулачки. Удачи! Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Григорий Федоров, Москва. В финале Гран-при по фигурному катанию в Челябинске произвольная программа, которую исполняет вторая группа участников. И этот кинематографический криминальный вечер в исполнении Григория Федорова сейчас на ваших экранах. Он катается под Квентина Тарантино, и его ритмы и словечки, узнаваемые в любой точке мира. Винсент Вега и его дырки в спине. And now the young monsieur and madame have run the chapel there. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Супер, Да, супер. вот окончание соревновательного сезона этой произвольной программы. Можно аплодировать так же, как это делают двукратная чемпионка мира Женя Медведева, Дина Хуснудинова и Даша многие другие. Садкова. Даша Садкова, все здесь. Алиса Двоеглазова. На Все нервах здесь. все равно Светлана Владимировна, потому что у нее впереди еще одно выступление ученика, но, конечно, Следом. мега довольна таким началом. Да, и вновь хочется сейчас, мы видим на экранах губернатора Челябинской области, Декслера Алексея Леонидовича. Мы также видели и Когана Александра Ильича. Все те люди, которые не только стояли у истоков создания вот этого праздника спорта, который в эти дни проходит в рамках финала Гран-при в Челябинске. Спасибо большое за организацию, за это тепло. Ну а мы возвращаемся вновь на лед. Да, конечно, мега-хореография. Это не важно сейчас, а важно то, что прыжковая часть, как и на многих турнирах до этого финала, вновь ярко светит. Начал свою произвольную программу Гриша с четверного флипа. Первого, кстати, флипа на сегодняшний день. Затем четверной луц, четверной тулуп. Как раз сейчас он на ваших экранах. Затем тройной аксель, он так поборолся за него, потому что мы видели и в короткой программе, что он у него не очень уверенный, но, тем не менее, сделанный на характере, что называется. А во второй части все три каскада. Тройной луц, тройной тулуп, тройной луц, тройной ридбергер. Кстати, тоже первый на сегодняшний день. Не, ну, Миша, если так, то практически у нас все впервые, потому что все то, что И мы это наблюдали до этого, не было ничего. Да, первый чистый прокат. Поздравляем. Это было действительно здорово. Это было вот от души. То есть и его финальная поза, она прямое тому доказательство, что вот все, он сделал все, что мог. И сейчас он просто дожидается оценок и кайфует от проделанной работы. Ну и хотелось бы, конечно, услышать, вдруг какая-то дискуссия развернется в Киссинг-Край по поводу вращательных элементов. Да, как это было в начале сезона. А по вращениям у него все хорошо. 4-4-3. Ну это прямо мем ходячий. Бабушка Наташа, бабушка Ира, привет! А что-то... Светлана Владимировна не пошла в Киссинг-Край, потому что Ну, она очевидно, конечно. выводит Марка Кондратюк уже на Кондратюка, льду. естественно. Поэтому дискуссии не будет, да и не о чем сегодня дискутировать. Григорий Федоров великолепен. И, конечно, это первый результат. И в произвольной программе он лучше на 20 баллов катается, чем ближайший преследователь. А по сумме двух программ почти на 30. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Марк Кондратюк, Москва. Второй по компонентам после короткой программы Марк Кондратюк. Давайте настроимся на эту программу, выдохнем, кому как по душе, и отдадим себя в руки художнику.
Позвольте, я все же стану и преклонюсь перед талантом, мастерством. А самое главное, даже здесь выходит не это на первый план. Здесь выходит человечность и вот эта яркость. У каждого человека она имеет определенный уровень. Но вот здесь как будто, знаете, вот все, что производит звук, свет и так далее, что может на нас иметь какое-то давление, все включено на самый высокий уровень. Ну, Марк, он настоящий художник, он артист, он атлет. И все это вот как может уместиться в одном человеке, вот все в нем есть. Ну, у меня возникает сейчас вопрос. Ну, понятно, перед Марком я преклоняюсь и, слушайте, ну, отдать должное абсолютно всем участникам, но вот сейчас, анализируя финальную группу, нет ни одного спортсмена, который Да ты мое большое сердце. по нерву, по вот этому состоянию, по этому невидимому разговору, диалогу с жюри, с нами, со всеми зрителями, на трибунах, на телеэкранах, нет другого спортсмена, который вот так это может показывать. И это не наигранные краски, это реальность. Он абсолютно живой. И ни одного рядом нет спортсмена, которые вот сегодня бы выступали или будут выступать. Да, мы все прекрасно помним, как именно Марк Кондратюк довел до слез Алексея Гудина на чемпионате России. Это не так сложно. Алексей, ввиду своего возраста, уже достаточно часто плачет. Но вот объясни мне, почему не было ни одного четверного Сальхова? Мы увидели в самом начале четверной лут, четверной тулуп. Один из самых любимых элементов. А нет, все, прости. Я Он эту сделал вторую половину, да, я все причем вылетела. дважды во второй части. Мы просто с тобой дискутировали по поводу тройного акселя, его пролетности и способа его исполнения, и подготовки к нему. А потом ушли в артистизм, и я пропустил, простите. Да, но трогательно, как всегда. С маленькими погрешностями, но... А погрешностей на самом деле было немного. Судьи находят только единственный недокрут на тройном тулупе в каскаде лут-стулуп во второй части программы. А все остальное сделано очень прилично. До вращения третьего уровня, Всем 1/4. Вот Москва, все-таки один такой, наверное, достаточно крупный недочет — это дорожка первого уровня. Все Завершение программы, остальное Марк да. сделал классно. 4 четверных прыжка. Лидирует на 9 баллов, опередил Григория Федорова. И по сумме двух программ впереди великолепный Марк Кондратюк. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Евгений Семененко представит сегодня своего гладиатора. Он очень гордится этой постановкой, потому что, во-первых, ее предложили сразу одновременные тренер-хореограф Глейхенгаус. Во-вторых, потому что она логичная, в отличие от многих других гладиаторов. Тут все расставлено по сюжету. В-третьих, костюм совершенно великолепный. Ну а в трансляции вот вам план не раба, но генерала.
Восторженная реакция, восторженная от публики. Пожалуйста, операторы, покажите, что сейчас происходит. Это какой-то... Снегопад игрушек. Снегопад. Я хотел сказать камнепад игрушек, но подумал, камнепад, какой же это камнепад. Миша, передавай игрушки, не скучай. Вот это любовь, вот это понимание всего того, что происходит. И, конечно же, с юбилеем, дорогой Алексей Николаевич Мишин. Долгих лет. И самое главное, чтобы вы никогда не теряли состояние души. И по праву эти аплодисменты, эти плакаты и, конечно, аплодисменты Евгении Семененко, который только что закончил прокат своей произвольной программы в адрес Алексея Николаевича Мишина. Долгих лет вам и вашей семье. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Первая 100 баллов на сегодня по технической оценке от Евгения Семененко. Начал свою произвольную программу с небольшой помарки на четверном Ридбергере, затем четверной тулуп, четверной сальхов. И мы видели, что он хотел сделать с первым сальхом каскад, но не стал рисковать. Пошел и сделал со вторым. То есть он грамотно рассчитал силы. А ты видел, как он еще добавил? Пойдет и сделает. Он был уверен в том, что он пойдет и сделает. Это здорово. Также во второй части 2 тройных акселя, один в комбинации с двойным, один в каскаде с тройным сальхом. Все было сделано четко, без всяких недокрутов. У судей не возникает никаких пересмотров. И сейчас мы видим на наших экранах, что он получает только лишь одно вращение третьего уровня. Все остальное четко, классно, здорово. Вот это настоящий подарок профессору. Да, Евгений, конечно, спровоцировал такое прибытие количества игрушек на арену, что девчонки просто разрываются сейчас, носятся по арене. А еще тем самым спровоцировал достаточно сложное ожидание своего выхода чемпиона России Владислава Дикиджи. Ну что ж. Оценки уже на ваших экранах, его элементы, его зеленые и красные сегменты. Обратите внимание, практически все выполнено отлично, кроме этих произвольной двух программы первых элементов. Евгений И Семененко набирает 188,45 на 2 балла в произвольной программе он уступает Марку Кондрутюку, но впереди на балл практически выше, чем Марк по сумме 2 программ. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Очень драйвовая произвольная программа у Владислава Дикиджи, третьего после короткой. Необычная музыкальная концепция. Постановка Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина работали с Татауровым в 6 рук, прямо как пианисты Бельсуоно, исполняющие этот трек.
Ну, я думаю, что сейчас для людей, которые не смотрели тот или иной прокат, сразу по первой реакции спортсмена или тренера, вот сейчас на ваших экранах Олег Татауров, в прошлом также ученик Алексея Николаевича Мишина, как и я, как и многие другие, сразу становится понятным, каким был этот прокат. Он, кстати, не был ужасным, плохим, он... Ну, просто мы настолько привыкли, что Владислав нам дает возможность насладиться чистейшими прокатами, этой легкостью. Но, на мой взгляд, уже все-таки с возрастом проходит то время, когда все вот так легко может получаться. Теперь уже каждый прыжок, каждый элемент нужно прям сосредоточенно с холодной головой подходить. Вытащил его, да, Миша? Вытащил, да, первый четверной луц прям вот хорошо прям вытащил. Затем четверной флип, здорово. Они отказались от него в короткой программе, но здесь он решил на него пойти и сделал. Четверной сальхов, тройной тулуп, замечательно. Тройной аксель, все четко. Во второй части программы мне показалось, немножко не хватило сил Владу. И все-таки он сейчас переживает достаточно сложный период взросления именно как спортсмена, потому что когда ты начинаешь кататься осознанно... Вот, и про что я завуалированно сказал. Ты начинаешь думать, и именно вот эти мысли, они тебя порой сбивают. Сейчас есть одна в народе фраза, пускай она останется только со мной, но когда, проще, знаешь, жить, когда ты ничего не знаешь, ни о чем не думаешь. Но Влад думающий человек, и поэтому, конечно, вот эти порой мысли во время периода взросления, становления, они порой мешают. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Ну что ж, можно поздравить Влада с таким сложным сезоном. Да, сезон все-таки близится к концу. И достаточно неплохо он выступал в этом сезоне. И, ну что, будем работать дальше. Тут уже говорить нечего. Мне понравилось, как ты, Миша, пристально смотрел за позициями во вращательных элементах, как оценивал то, что происходило в дорожках шагов. Работа продолжается, и в любом случае человек работающий добьется определенных результатов. Владислав Китиджи набирает 167,67 балла. И это четвертое место по произвольной программе и по сумме двух программ. Впереди Евгений Семененко. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Николай Угожаев. Необычно складывается первый взрослый сезон Николая Угожаева. Удивлял регулярно и в хорошем ключе, и в печальном. Но сейчас он в удивительном настрое, как будто стряхнул некое оцепенение и излишнюю взрослую ответственность, придавившую его на чемпионате. «Звук света» — его симфоническая произвольная программа.
только можем поаплодировать Коле Угожаеву. Наикрутейший прокат. Если говорить о технической составляющей, то, конечно, упомрачительный состав четверных элементов, абсолютно разнообразных прыжков. И мы видели, как это по-английски звучит pump fist. Это когда уже по окончанию всего самого сложного спортсмены вот так наглядно показывают, что все самое сложное позади, кулачки вместе, и такой победный условный жест на данный момент. И вот после финального заключительного прыжкового элемента тройного лутца мы как раз это увидели. Это же увидели и в финале программы. Но вновь говоря про техническую составляющую, конечно, этот парень уникум. Не в том, что он совершает что-то уникальное и то, что другие не могут повторить, но он зачастую очень стабильно выполняет этот самый технический набор. И не только технически, Алексей. Сегодня он выглядел настолько убедительным, что мы, как зрители, начали ему верить. То есть это было здорово, это было мощно. И как легко тебя зацепить. Да. На Я, счет пожалуй, второй оценки немножко. Они со своим тренером поработали. И это было классно. Четверной флип, тройной тулуп, первый прыжок. Здорово. Четверной тулуп, четверной лутс. Судьи находят там неясное ребро. Затем четверной флип. И да все было классно. Просто вот... просто класс. А как звучит эта программа его классическая после того, как он в короткой выдал такой вот рок настоящий? Сейчас Ну, мы таким знаем. элегантным, изящным он выглядел и вполне одухотворенно катался. На мой взгляд, все-таки такие темы, как условный рэп, да, от которого он немножко отказался под конец этого сезона, французский, и та программа короткая, которую мы наблюдали позавчера, все-таки вот эти стили ближе, чем классические. Для Коли, ну, у каждого, как говорится, свое. Кому-то под гладиатора, кому-то что-то такое более одухотворенное Но он показывать. растет. Он растет в мастерстве. Главное, чтобы не... Во второй оценке. И это видно, это классно. Привет. Кирюша Судаков специально Вместе для со себя. своим тренером Дмитрием Хроминым они в Кисенкрай. И Николай по произвольной, в основном из оценки за компоненты, получает третий результат. А по сумме двух программ он на втором месте уступает полбалла Евгению Семененко. Таким образом, оба они уже на пьедестале, потому что впереди только выступление одного спортсмена. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Петр Гуменник, Санкт-Петербург. На льду абсолютный герой турнира. Участник недавних Олимпийских игр, чемпион России, элегантный, стильный лидер Петр Гуменник. Зал рукоплескал стоя, и сегодня ждут с нетерпением его Онегина. Петр I лидирует с преимуществом в 4 с лишним балла. Но всегда работает по максимуму.
Круто! И вот Праздник. эта фраза, которую однажды произнесли во время комментирования, когда сказали «Петр первый» после короткой программы. И весь зал стоит. Мы продолжаем аплодировать. И, собственно, сейчас можно продолжать эту мысль. Петр первый будет, скорее всего, и по окончанию финала Гран-при. Абсолютно высочайшего класса катания. Женя Семененко также продолжает аплодировать. И вот цилиндр, всем знакомый. Огромное количество всевозможных подарков. Садкова, Медведева, Нелюбова. Все здесь. Десятки плакатов на трибунах. Посмотрите, нет ни одной трибуны, чтобы там не было 5-10 плакатов в поддержку Петра. Какое-то сумасшествие. Мне хочется еще отметить, вы знаете, конечно, больший процент тех аплодисментов и положительных эмоций звучат в адрес Петра. Я бы хотел еще отметить вот эту хрупкую девушку, тренера Веронику Дайнеко, потому что вы не представляете, одно дело, когда вы на льду, и ты понимаешь, ты ощущаешь, что происходит в твоей голове, ты можешь хоть как-то еще контролировать. Это настоящая народная любовь. Но вот Вероника Дайнеко — это тот человек, который, конечно же, вместе с Тамарой Николаевной Москвиной, они оберегали Петра, они готовили его. И вот это состояние беспомощности за бортиком вызывает у меня восхищение, что вот так подвели. И самое главное, простите, что отвлекаю вас от комментирования, но абсолютно справедливое, верное решение было Федерации фигурного катания на коньках нашей страны выбрать именно Петю. Выбрать Петю как того человека, который будет представлять нашу великую спортивную державу на Олимпиаде. Мы благодарим и Антона Трилевича Сихрулидзе, мы благодарим Когана Александра Ильича, всех тех людей, кто все же в очень сложнейшей ситуации жизненной сделали вот этот абсолютно правильный выбор. Он был достоин этой путевки, он с гордостью защищал нашу страну и таким же высочайшим классом подтвердил свою мощь здесь, в Челябинске. Ну, кстати говоря, на прошлогоднем финале Гран-при Петя получил 314,54 и тем самым заработал себе право поехать на отборочные на Олимпиаду. Вот эта история закольцевалась. Да, действительно, это началось в прошлом году, и это продолжается в этом. 4 четверных прыжка совершенно сумасшедших исполнил Петя. Четверной флип, четверной Ридбергер, сальхов-тулуп 4-3. Ну, просто здорово. Просто для зрителей, кто не разбирается в прыжках, отметить, что Вероника Дайнеко переживала из-за тройного луца, который он исполнил вместо четверного, но даже эта потеря не скажется на его результате. У него очень большой запас сегодня. Он на таком подъеме, на таком взлете, что в космосе у нас сейчас он, именно Петр Первый. И он побеждает. 303 балла. В сумме это победа по всем фронтам. Поздравляем! Поздравляем и Женю Семененко со вторым местом, и Николая Угожаева с бронзовой медалью. Это все настоящие герои. И Марк Кондратюк на 4-м месте. Посмотрите, с каким ничтожным отставанием от пьедестала. Это все были выдающиеся прокаты, которые довели нас до мурашек, до экстаза. Мы обожаем этих людей, мы ценим их, мы уважаем их. Это настоящие герои. Браво! Ну, крутая, сильнейшая разминка здесь в рамках финала Гран-при в Челябинске. Мужики, конечно же, порадовали нас техническим оснащением. Хочется на фоне вот этих квадистов, или как, Миша, говорят в народе, выразить благодарность и подчеркнуть творчество Марка Кондратюка, который каждый раз, несмотря на ту тему той или иной программы, все-таки не только стучится в наши души и сердца, но и полностью наполняет все пространство, где он находится. Алексей, Михаил, спасибо вам большое от всех зрителей и от меня лично. И вы настолько потрясающие мастера не только фигурного катания, но и слова, что провести с вами эти соревнования — это огромное удовольствие от всего Первого канала. Спасибо. Класс. Спасибо. Интервью.
Невероятный уровень, невероятную сложность показали нам наши мужчины и в произвольной программе, так же, как и в короткой. Лидером остался Петр Гуменник. Кто бы мог подумать, что у тебя будет такой фееричный сезон. Ты не только всех соперников превзошел, мне кажется, даже где-то и себя превзошел. Ты дал тысячи интервью, я уже не знаю, что тебе еще, что у тебя спрашивать. Мне кажется, ты всю свою жизнь рассказал, никаких серых пятен не осталось. Может, просто поделишься эмоциями от очередной победы? Да, хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом в этом сезоне. В первую очередь родителям, что они меня поддерживали, когда вне тренировочного процесса. Это все-таки основное время. На тренировке ты больше нескольких часов не проведешь. Вот. И остальное время меня родители очень сильно поддерживали. Спасибо, конечно, и тренерам, которые мне технику поставили так хорошо, что я могу спокойно, уверенно, удобно прыгать, не так сильно напрягаясь. Вот. И болельщикам всегда приятно для таких болельщиков выступить, даже когда сил уже не хватает, эмоционально выдыхаешься, но видишь этот зал, который ревет, кричит слова поддержки, тепло встречает, сразу заряжаешься энергией, чтобы откатать произвольную, короткую, любую программу. У меня к тебе чисто технический вопрос. Вторым элементом ты должен был вкручиваться в четверной, но в воздухе ты каким-то образом почувствовал, что четверной, возможно, не получится, и решил раскрыться на тройном. Как ты это сделал? Это что за чудеса координации? Честно говоря, вот как раз говорил про психологическую усталость. Перед выходом на лед был какой-то туман в голове, не хватало концентрации. Вот, первый прыжок сделал, на второй я непонятно как зашел, что-то в воздухе непонятно что почувствовал, раскрылся в тройной. Очень повезло, что меня ровно приземлило на тройной. Не 3,5, не 2,5. И этот тройной даже по плюсам у тебя остался. Да, и еще и на плюсы, ну потому что с таким запасом, с выездом. Вот. Ну, и этот момент позволил мне сразу так включиться. Голова заработала, начал думать, во-первых, смогу ли я в конце повторить еще тройной луц. У меня оставался еще один прыжок для запаса. Вот, я понял, что могу, и дальше, уже зная, как прокатали остальные соперники, я понимал, что дальше ошибок допускать нельзя, надо все делать. И собрался, и сделал. На трибунах мы увидели твоих фанатов, которые были одеты в костюмы 2 бананов и кинули тебе диетическую колу. И, соответственно, наверное, тем самым вон фанатам, вот они сидят в желтых костюмах. Ты же, ну, будет, наверное, интересно услышать, чем же ты завтракал перед таким прекрасным прокатом. Ну, завтракал, ладно, я тут просто кашей и сырником в этом Готовьте скейтинг-лаунже. костюмы, каши и сырников. Перед тренировкой не успел. Ну, и я и не планировал получше выспаться. Вот, поэтому здесь уже после тренировки поел. Ну, и с обеда захватил с собой банан. Он был такой жирный, так что я даже целиком его не осилил. Наполовину съел, и этого уже хватило. Хотя, возможно, если бы съел целый, то и луз четверной покорился бы. Твой тренер тоже очень эмоционально всегда реагирует на каждое твое движение на льду. Как твой тренер пережил Олимпийские игры? Такое нервное напряжение. Ну, Вероника Анатольевна, видимо, тоже очень хорошо подготовилась в психологическом плане к играм, потому что там она была совершенно спокойной, по крайней мере, для меня. То есть в моменты, когда мы взаимодействовали, когда она мне исправляла ошибки, давала финальные наставления, она была очень спокойной, тихой, уверенной, и это даже мне передавалось. Как ни странно, уверенность Вероники Анатольевны, не знаю, напускная это была или нет, но она мне тоже помогла. А бывает наоборот? Может быть, в течение сезона какой-то старт вспомнишь, где тебе пришлось приводить в чувство тренера? Да, помню на прокатах. Это я только вернулся с отборочных в Пекине. Тоже был такой на расслабоне. Катал последним произволку, 6-м. И на разминке решил, что еще времени будет очень много. И чтобы раньше времени не выдохнуться, как это было в Пекине, там я прям начал за 45 минут разминку, долго разминался, потом на 6-минутке выложился, потом снял коньки, сразу продолжил прыгать, 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 и к своему выходу на лед уже устал. И тут у меня была новая стратегия.
не разминаться на полу перед 6-минуткой. На 6-минутке так поездить, поделать бабочки. И после этого только уже начать готовиться к своему выступлению. Наверняка Тольна не была в курсе. Она очень сильно испугалась и начала говорить, что такое, соберись или снимайся, или катай с тройными. Мне пришлось успокаивать, говорить, что все под контролем, все будет хорошо, Тебе все пришлось сделаю. показывать ей блокнотик со своими математическими записями, что здесь все учтено. Вот здесь вот по уравнению должен быть чисто прокат. Но она мне уже на слово, я думаю, верит, без расчетов. Но сезон на этом турнире не заканчивается. Есть еще и выставочные турниры. Планируешь ли ты в них участвовать? Где и вообще как этот долгий сезон держать себя в фантастической форме? Ну и, конечно же, мы не можем не спросить по поводу турнира шоу-программ, потому что твой фантастический трансформер покорил просто всех. Конечно же, ждали на показательных на Олимпийских играх, но мы очень сильно надеемся, что и в этом сезоне мы увидим его еще раз, и, возможно, даже что-то новое. Какие планы? Ну, выступить на Кубке Первого канала, конечно. Я уже 3 раза подряд его выигрывал. Хочется, ну, как минимум, поучаствовать, показать свою программу на максимум, поддержать всех своих сокомандников, что очень приятно, когда ты можешь прям от всей души болеть за своих друзей. Надеюсь, с Владом опять попадем в одну команду. Вот. Дальше к русскому вызову тоже буду готовиться. Там всегда обязательно нужно новую программу ставить. Вот. И это будет непростой задачей. Постараюсь опять как-то впечатлить, удивить зрителей. Ну, потом будет шоу. Я поеду в тур Этери Тутберидзе. И там тоже буду катать свои показательные. Ну, я открою секрет и воспользуюсь таким случаем, обрадую Петра, что его братан будет с ним в одной команде, потому что хоть команды у тебя не было на Олимпийских играх, теперь она у тебя будет. Противостояние будет 2 столиц, Санкт-Петербурга и Москвы, поэтому все твои друзья-петербуржцы будут с тобой в одной команде. Вот это да, это отличная новость. Спасибо тебе огромное за такой невероятный турнир, за еще одну победу. Очень ждем тебя на следующих соревнованиях и ждем тебя в Санкт-Петербурге. Спасибо, я тоже вас всех жду. Мы будем. Ну, а мы не прощаемся пока, потому что у нас уже готово интервью. Евгения Семененко, смотрим. Евгений, огромное спасибо вам за это классное выступление. А наше общение с вами я хочу начать с цитаты одного из ваших поклонников, которая очень понравилась всем болельщикам. Цитирую. «Семененко – это такой оплот стабильности. Его выступление смотришь и не страшно. Знаешь, что он все прыгнет и сделает». Вот сегодня глобально все прыгнули и сделали, но было ощущение, что парочку элементов даже не то, что было нужно додержать, а выстоять. Как вы с этим справились? Расскажите. Ну вот, закончился финал, получается. Гран-при России, прокатами доволен. Вот у меня... Вообще я готовил ЛУЦ в произвольной программе, и сегодня утром на тренировке он хорошо получился. Но на разминке что-то немножко не так пошло, и после 6-минутной, получается, подготовки приняли решение, что все-таки Ридбергер. Потому что я его прыгал в течение всего сезона. Вот. Ну и мне кажется, я так хотел сделать этот Ридбергер, что чуть-чуть, наверное, даже больше скрутил. Но это мои текущие ощущения, надо посмотреть на видео. Так ли это было на самом деле? Ну, вот такое первое впечатление. Но рад, что я боролся за каждый балл, считал обороты во вращениях, дорожку старался хорошо выкатать. Ну и в целом 2 проката были в Челябинске удачные. Вы предвосхитили мой второй вопрос, то есть чтобы стало всем ясно. Получается, Ридбергер на 6-минутке мы не разминали, и он оказался первым прыжком в программе, и возможно, именно поэтому он не получился, да? Ну, не знаю, можно ли это назвать причиной. Но вот по моим ощущениям, да, что я как-то его очень хорошо вылетел, попытался прям скрутить, и создалось ощущение, что перекрутил его немножко. Вот. Ну, это вот, как я сказал, нынешнее ощущение на видео, потом я посмотрю, так ли это было. А давайте о приятном. Как вам игрушка ПАД? Я знаю, десятки просто мешками привезли ваши поклонники. Я был очень впечатлен. Во-первых, да, что мои болельщики знают, каких животных я люблю. Преимущественно это тюлени. И какая
была моя радость, когда уже сделал финальную позу и уже лежал на льду и видел, как на меня летит такое большое обилие этих чудесных зверей. По сути-то сезон серьезный завершен. Каким вы его для себя видите, какой итог можно подвести? Честно говоря, есть ощущение, что Евгений Семененко способен еще лучше. Ну, прошлый мой сезон был бронзовый, этот я с уверенностью могу назвать серебряным. Надеюсь, что положительная динамика продолжится и в следующем сезоне будет золотой. Пусть это будет хороший опыт, чтобы расти и расти над собой. Спасибо вам большое за выступление еще раз. Вам спасибо. Но у нас в студии уже Анна Щербакова, которая поделится своими впечатлениями о мужском турнире. Анют, как тебе? Ой, эмоции, наверное, переполняют. Я даже просто не знаю, с чего начать, потому что изначально казалось, что сегодня такой тяжелый день. Мы уже ходили по коридорам и шутили, что понедельник день тяжелый, или, может быть, не стоило делать день перерыва между короткой и произвольной, потому что и у девочек очень тяжело шло. Первая разминка мальчиков, как мы все переживали, из проката в прокат за парней. И вот... Да и сами тренеры тоже ходили по коридору и вот прям вот... ходили и искали глазами, в кого бы упереться, и они вот ходят такие: ой, не знаю, что будет, не знаю, что сейчас будет. Видимо, и тренировки такие шаткие у всех были. Да, вот как-то сложилась тут такая атмосфера, что вот сегодня какой-то такой очень странный день, какие-то необъяснимые ошибки, очень такие то обидные падения, то очень больные падения, которые там даже вот переживаешь, отворачиваешься. И как-то последняя разминка настолько перевернула все с ног на голову, и вообще все вот эти стереотипы и вброшенные какие-то оправдания опровергла, потому что ребята, ну вот мне кажется, что мы за это и любим фигурное катание, потому что, конечно, прекрасно смотреть на лидера, который из раза в раз стабильно, железно, надежно побеждает, но насколько же интереснее смотреть, когда идет вот такая борьба, когда один за другим выдают вот такие прокаты и нету права на ошибку. Каждая ошибка будет стоить тебе место. Мне кажется, вот это та интрига, которую мы все любим, мы все ждем, это двигатель прогресса, когда каждый следующий понимает, что ошибаться нельзя и нужно выдавать максимум. Ну вот это просто непередаваемые эмоции. Мне кажется, такого уровня конкуренции у парней давно не было, как будто бы вот только в этом сезоне вся последняя шестерка действительно борется не за то, кто меньше упадет, а за то, кто чище откатается. И даже если посмотреть Женю Семененко, который, ну, он всегда вытаскивает любые абсолютно прыжки, но сегодня именно по марке стоили ему победы, и тем не менее Петя сделал ошибку, но все остальное сделал чисто. Да, я даже когда смотрела, задумалась о том, что все-таки все еще наблюдается цикличность в нашем виде спорта, что, мне кажется, в течение этого олимпийского цикла мальчики все больше и больше внимания к себе приковывали, потому что вот конкуренция, она все нарастала, и все больше интереса вызывала. И вот сегодня мы увидели, что, мне кажется, мальчики прям забрали себе, потому что, ну, если не сказать, что это на данный момент самый интересный вид фигурного катания у нас в России, это соврать. Потому что сегодня какой накал страстей был, это, конечно, невероятно. И я думаю, что да, дело именно в конкуренции, потому что именно она заставляет каждого выдавать что-то вот уже откуда-то из запасов, там 200% возможностей. И даже тот же Петя, безусловно, мы все его уже выделяем на фоне остальных, но ему никто просто так ничего не даст. Он каждый раз выходит и доказывает. И на самом деле им тоже восхищаюсь, потому что держать такую форму весь сезон, на каждом старте идти на 5 четверных прыжков, это, конечно, заслуживает уважения. Ну, все хорошо, что хорошо кончается, да, Максим? Да, и здорово, что мы стали свидетелями такого сезона у наших мужчин, и это уже не первый сезон. Время подводить итоги, говорить спасибо. Спасибо нашим спортсменам, спасибо Ане Щербаковой, которая украшала нашу студию каждый день с Женей. И спасибо Челябинску за организацию этого невероятного турнира. Впереди церемония награждения, ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победительницы и призеров финала Гран-при России по фигурному катанию на коньках в женском одиночном катании.
Победительницей турнира стала Алиса Двоеглазова, Москва. Второе место заняла Дарья Садкова, Москва. Обладательницей бронзовой награды становится Камила Нелюбова, Чувашская республика. Медали победительницы и призерам вручает губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер. Цветы победительницы и призерам вручает вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Николаевич Кананыхин. Фотография на память. Наши поздравления победительнице и призерам. Традиционный круг почета.
Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров финала Гран-при России по фигурному катанию на коньках в мужском одиночном катании. Победителем турнира стал Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Второе место занял Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Обладателем бронзовой награды становится Николай Угожаев, Санкт-Петербург. Медали победителю и призерам вручает губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер. Цветы победителю и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган. Фотография на память. Дамы и господа, в честь победителей турнира звучит гимн Российской Федерации.
Наши поздравления победителю и призерам. Традиционный круг почета. Дорогие друзья, на этом финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках 2025-2026 завершен. Мы благодарим всех зрителей за искренние эмоции, теплые улыбки, громкие аплодисменты, мягкие игрушки и поддержку спортсменов.